Всех приветствую, дорогие друзья. Рад вас видеть на канале Gathering with Crow. Сегодня мы продолжим играть в такую прекрасную серию игр, как Ведьмак 3: Дикая охота. Тут у нас ждет небольшая загрузочка. Вот вы собрались. Это мы смотрели начальный видеоролик. У нас пока народ собирается. Сегодня мы продолжим, так сказать, освоение различных механик, новых диалогов и заданий. Ну и как же без любимой карточной игры Гвинта. Его мы тоже обязательно сыграем, точнее в него. Так. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Меня слышно хорошо? Запись идет? И позже предоставится время для прогулок. Прошу со мной. Такой небольшой дисклеймер. Мы закончили в прошлый раз на, получается, встрече с черновласой ведьмой Йеннифер. Ускакали в закат от дикой охоты, легенды, слагаемой среди земель севера. Ну, а также поговорили с королем и обсудили нашу дальнейшую службу у него. Точнее, не службу, а заказ. Заказ на поиск его дочери и одновременно ведьмачки Цири, что ожидает опасность на каждом углу. Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Всем привет. Мы пока только собираемся потихонечку. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Как вы можете заметить, мы играем сегодня в Ведьмак. Да. Так, как я писал Как в... только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Спасибо, Камергегер. Как я описывал в своем посте, у нас вышла ничья с Кразисом, Ведьмаком и Кразисом. И чтобы не смущать народ своим выбором, я пропустил выбор через случайно сгенерируемое число. То есть Кразис у нас представлял собой единицу, собственно, и Ведьмак двоечку. И как вы можете предположить, Ведьмак двоечка выпала, да. Ведьмак победил. Даже не знаю, судьба это или
что-то иное, но сегодня играем в данную игрулю. Ну, перо. Тогда записывай. На самом деле власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советы. Как я помню, здесь есть огромное количество книг. Так что же с Тимерией? Всем привет еще раз, друзья. Спасибо всем, кто голосовал. Ваше мнение учитывалось. Оно, так сказать, влияло сильно на все. И Crysis мы не пропустим. То есть он у нас за вашим выбором остается. И мы в следующий раз на стриме его пройдем. Точнее, начнем проходить. Да. А в этот раз у нас Ведьмак. Тимерия. Край благоденствия и изобилия. Перед какими же богами и в чем провинилась она, что так жестоко они с ней обошлись? Край, называемый одними жемчужиной севера, а другими полем для разбега нильфгардской кавалерии. Край, который вынес 2 войны с империей. Здесь случились самые кровопролитные сражения. Именно Тимерия была местом, где совершились самые чудовищные преступления. Именно тимерское население вынуждено сносить тяготы войны. Да, тут небольшой такой отрывочек из истории, где нам объясняют за тимерское государство, как они проживали, жили, сражались и отвоевывали то, что когда-то было завоевано. Так, нас ожидает разговор с Йеннифер. Давайте тогда пройдем к ней потихонечку. А ты потом перепишешь набело в 3 копиях. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может быть, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Всем привет, дорогие друзья. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая Какой ведьмачка интересный выросла в портрет. приличную девицу. Очень детализованно и красиво получилось. Давайте почитаем чатик. Надами. Приветики. Впервые стрим начался одновременно со сменой. Неужели я всю смену не буду скучать? Вот как видишь, подгадали. У нас, так сказать, расписание немножечко изменилось. Стримы мы в описании впишем с нашим модератором. Будут на регулярной основе проходить в понедельник, среду и пятницу. В понедельник и в пятницу стримы будут начинаться с 18:00 и будут проходить где-то 2,5 часика. Вот где-то столько. В среду, как сегодня, стримчики будут проходить полноценные 4 часа. Да. Также в субботу возможен бонусный стрим по какой-нибудь лайтовой игре, чтобы не особо напрягаться в субботу. Да. Какое-нибудь легенькое выживание, например, наподобие Сабнатики или Outer Worlds и чем-нибудь подобным. Да. Ну или выпуск видео. Тоже надо будет этим заняться всем. О, целое расписание. Да это уже работа. Ну а как иначе? Создание контента — это целое произведение искусства. 4 часика, да, неплохо.
Значит, это уже наши агенты. Ну-ну. Быстро же ты тут освоилась. Геральт, не цепляйся к словам. Я знаю, кто такой Ингир. Он развязал кровавую войну. Приказал убить моих подруг. Но у нас нет другого выбора, поэтому прошу тебя. Не будем взвешивать за и против. И просто найдем Цири. Ладно? Ингир говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. В субботу. Угу. Я времени еще не озвучил, но время будет где-то с 12 часов. Если Я ищу Цири уже много месяцев. удобно, то, конечно, заходите. И где-то будет, наверное, до 3 часов идти стрим. Может, чуть меньше, так как времени, по времени может различаться стрим. Что ж, От 2,5 часов до 3 где-то. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Ингира, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Сделаем, конечно же. Так, чего хочет от Цири дикая охота? Давайте спросим, конечно же. Я за весь сюжет не особо знаю, но, в принципе, чего дикая о том, охота что дикая может охота — это хотеть от зло, Цири? предполагать и не стоит. Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда Сейчас писать. поправим. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови. К ее... Да. Крови? А зачем он дикой охоте? Об этом я и думать не хочу. Вот так вот лучше? Тут небольшие у меня перестановочки случились, так что может звук поменяться. Так, где видели Цири? Угу. Так где именно видели Цири? В 2 местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. Получше. Ну, хорошо. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Общая знакомая. Некая Трис Меригольд. У нее, говорят, Трис. уютная Из квартира первых частей в что-то доме знакомое уголовника. имя. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр-Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Давайте поинтересуемся, почему ведьмочка Йеннифер связалась с Геральтом заранее до всего этого. Прежде чем мы расстанемся. Точнее, Почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? связывалась. Нет, Да. это я была тебе не нужна. Я слышала, вы с Трис замечательная. Ух, Йен, я потерял память. потерял Правда? память? Отличная отговорка. Интересный момент. Давай не будем на эту тему. Я за данную Если я фишечку еще пояснить раз ничего не услышу могу, но всё если так, кто-то как из тебе чатика кажется, знает, был бы рад теперь я понял, как узнать, ты был. что Я за себя случилось с памятью не Геральта. ручаюсь. Или это, как говорит Йеннифер, отговорка? Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю. Время не ждет. О, привет, Инквизитор. Это правда. Привет. Да, Может, практически мне ничего сразу я не пропустил. телепортировать тебя в Велин? Мы тут просто Ну уж вели нет, диалоги. я поеду верхом.
делали начальные Сначала вставочки с отрезать. приветствием и всему Дело подобное. твое. Кстати, в начале видео я объяснил, почему у нас Ведьмак и как получилось так. Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. Это Варатра. И Геральт. Ну, если кратко, Я то знаю, у что нас кругом получилась война и ничья всё такое, под но не постом, пытайся стать и я героем, хорошо? ничего не придумал Просто лучше, проверь эти чтобы следы и приезжай ко мне. Живым и здоровым. мое предвзятое мнение не Я рассматривалось в буду тебя выборе игры. Я пропустил игру через рандомный генератор чисел, да. И, как вы можете предположить, у нас единицей являлась... Ух, какой портал! Как черная дыра. Являлся Крайзис, а двоечкой, соответственно, Ведьмак. И Ведьмак сразу в первой же круточке у нас попался. А моддера никто не спрашивает. Моддеры так всегда за Ведьмак. Всем все ясно, всем все понятно. Но это хорошо, Инквизитор, что как Крайзис, так и Ведьмак тебе отлично заходят. Да. Также в небольшом будущем, на следующей неделе, я подумываю сдать консоль на чистку. Чистка, соответственно, проходит определенное время. Модер голосовал за Крайзис. Так как так-то? Ты мне устно клялся, что надо проходить Ведьмака. Эх. Меч колдуний. На чем я остановился? Да, на следующей неделе я хочу сдать консоль в чистку. И я заранее сделаю ряд видеороликов. Да. Ряд видеороликов. И в течение недели, вот по оглашенным дням, опять же, понедельнику, в среде, пятнице и, соответственно, субботе, в течение дня, там, ближе к вечеру, будет выложен видеоролик. По игре какой? For Honor, если знаете такую прекрасную игру. У нее недолгий сюжет, и для видеороликов без монтажа, ну или маленького, не требующего сильного монтажа, игре подойдет. Шрам отлично зажил. Ведьмак это надолго. Успею насмотреться. Да, Ведьмак с нами и вправду будет долго проходиться. Везде фотографии Цири. Ржавый хлебный нож. Даже не представляю, зачем нам такой хлам. Как у вас погодка, друзья? В последние денечки что-то совсем уж погода одичала. То тепло, то холодно. Все подзамерзло, люди падают. Брейкдансят. Да. На льду. У кого-то тепло. Кто-то в теплых краях у нас живет. Письмо к Йеннифер. Давайте зачитаем. Йеннифер, милая моя подруга, благодарю тебя за письмо. Прости, что не ответила на твой вызов через мегаскоп. Но я стараюсь как можно меньше пользоваться магической связью. Никогда не знаешь, кто тебя подслушивает, не так ли? Я очень рада, что ты нашла место при дворе нашего милостивого императора и желаю тебе успехов в поисках его дочери. Приятно знать, что планы Имгыра на нее стали, так сказать, более реалистичными. Может быть, в данной ситуации станет возможным договор с ложей. Ложа — это, наверное, ложа каких-то высоких чинов. Часов на 50 в быстром темпе без 60% контента? Но это не про нас. Это явно не про нас.
Это мы будем проходить ее, если не на 100%, то на, по крайней мере, на 80%. Не знаю, из дома с ноября не выходил, пусть нога заживает. А, помню, Инквизитор, да. Опять же, скорейшего выздоровления. Здоровый организм — это превыше всего. Ну, на улочку-то из окошечка выглядывать стоит, чтобы быть в курсах. Ложа, собрание сильнейших колдуний. Но я так и подумал, что-то, где много всяких сильных мира сего. Ты все книги в окне, если не читаешь, то пролистай, так инфу получить хотя бы. Да, конечно, мы их просмотрим. Не, дома классно, не хочу, на работе грустно. Ну, из всего приходится, так сказать, выходить. Да, из своих теплых и хороших границ уюта. Так, мы не закончили тут. С Трис я давно никак не связывалась. Знаю, что только дела в Новиграде становятся все более скверными. Она что-то говорила об отъезде в Кавир, но, боюсь, в нынешней политической обстановке это невозможно. Надеюсь с тобой встретиться в Изиме. С искренним приветом, Фрингалия Виго. Благодарю за известие о Геральте. Никто не может его сбить с ног. Правда? Франглия Виго. Видно, тоже колдунья. Да. Книжечки мы обязательно пособираем. Посмотрим, что у них написано. Вот когда был ковид, вот, честное слово, было довольно-таки хорошей отговоркой сидеть дома, отдыхать и говорить, что на улицу нельзя. Вот было хорошее время, да. Сухофрукты, трубки различные. Ведьмин. Он же ведьмак Нордингов. Невероятно. Сейчас мы все книжечки тут пособираем. Не знаю, как в ковид работали, так и сейчас работаем. Работа на дом, она связана не со всеми работами. Да, некоторые профессии, они как бы обязательно проходятся на месте их проведения. Заводы, все подобное. А вот фрилансеры, айтишники различные, художники, то они могут и на дому работать, и работают. В большинстве своих случаев. Если бы я работал дома, было бы, конечно, здорово. Без мечт и желаний никуда, да. Ну, конечно, можно же, конечно, поменять работу, получить какую-нибудь профессию одновременно с работой, связанную с фрилансом и всякими но у меня нет времени. IT-специальностями. Но опять же, зависит от желаний и возможностей. Да. Вроде тут все книги, кстати, собрали мы. Изволь не мешать. Чем могу служить вашей милостью? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Тут нам камергегер напутствие дал в предстоящем путешествии. Ну, было бы, наверное, здорово, но меня и так устраивает. Платят хорошо, а то, что каждый день надо
туды-обратно мотаться по 5 километров. Это пустяки. Ну, это хорошо, что тебя все устраивает. Так сказать, если работа вызывает какие-то трудности или не нравится, то надо задуматься над ее сменой. Или, по крайней мере, как-то облагородить и придумать так, чтобы было бы тебе комфортно на ней. Там во дворе есть чел, с которым в картишки поиграть можно. Значит, Гвинт при королевском дворе. Пришли Яру, прием и понта. Наверное, вот этот? Сыграем в Гвинт? Подождите. Прощай. Не поиграть, а проиграть. Это почему же так? Как же вера в прекрасного ворона, то есть меня. Так, давайте сохранимся вот тут вот. У него такая сильная колода, хотите сказать? Или, может, там заскриптовано, что нельзя выиграть, ему подтасовывают? Ставки. Сделайте ставку. Ага. Максимум 10. Ну, давайте попробуем на стандартной 5-рублевой ставочке. Я хочу сыграть в карты. Как я понимаю, тут каждый чудо просто достаточно сильные карты у себя имеет. Угу. Каждый персонаж имеет, если он, конечно, играет, свою колоду карты. Соответственно, она имеет свои преимущества и недостатки. У нас как бы она начальная, без особых изменений, кроме, например, там каких-нибудь усиливающих карт, купленных в Белом саду, да, если я не ошибаюсь. Локация у нас называлась Белый сад. Угу. Ну, давайте попробуем. 5 монет — это не такая уж и высокая цена за партеечку. В будущем, наверное, можно будет поднять. Или даже поставить более большие ставочки на что-то. Или на что-то конкретное. Да, тут можно поменять карты нам. Это карты снижает рукопашных отрядов на 1. Это снижает... отменяет все эффекты погодных карт. Угу. Вот 2 этих персонажа — это хорошо. Они усиливают друг друга. Трибушет. Угу. Рукопашные у нас 2. То есть можно в следующем ходу использовать, например. Угу. Давайте попробуем. Ну да, я немножечко проскипал, но вроде даже не так уж и плохо получилось. Угу. Ход противника. Он начинает с конницей, которая увеличивает урон. Если появляется соседняя такая же конница с названием. Можно попробовать отыграть за катапульты и преуменьшить его урон рукопашных отрядов. Да. Угу. Давайте попробуем. Вот как минимум лучника поставим, он нам не рыба, не мясо, так сказать. Да. Поставим катапульту. Карта у него реально сильная. Угу.
Но кто выиграет, это мы посмотрим в конце. Он еще не пасовал. 31. И мы сейчас уменьшим его урон карт. Это что такое? Он использовал способность. А что она дает? Она дает: посмотрите 3 случайные карты из руки противника. Ага, то есть он знает наши карты. Возьмите из мглы из колоды мглу и сыграйте ее немедленно. А мгла у нас позволяет, как я помню, уменьшить урон стрелкового орудия или осадного. Угу. Давайте используем мглу. Да, тактически будет верный ход. Против лучников, да? Угу. Ну, тактически верный ход будет, потому что у нас основная ударная сила — это осадное орудие. Мы его уменьшим урон стрелкового до 1. Угу. И мы все равно будем в выигрыше. Да, и пасуем. И все. Он пусть закидывает картами там как хочет, но уже не выиграть это. Либо он проиграет в следующем. Нет, не хватает ему. Или хватает. Вот я про чучело чуть-чуть не понял. Оно как бы увеличивает урон или что-то подобное творит. У него карт немного осталось. Надо было тогда эту карту еще сыграть, да. И он пасует. Один-один. Один-один. И у нас остается совсем немного карт. Да. У него 2, у меня 4. И если они будут сильнее моих, то это уже проигрыш. Или нет. Все, да, это проигрыш. Но не меня. А кто верил в стримера? Плюсик в чатик. Гениальная тактика. Да, заценим еще данную карту, как она действует, и можно все пасовать. У него должна была бы быть карта героя. Ну, везет сегодня на начало стрима. Везет. И что мы выиграли? 5 монет всего? 10 крон. Да, мы выиграли фоль-тест какую-то карту. Давайте посмотрим, что она делает. Это чучело меня 5 раз подряд выиграло. Ну, 10 крон и новую карту. А если мы еще раз сыграем с ним, он еще одну карту нам даст? Я не помню, какую он дал. Фоль-тест какую-то. И где ее посмотреть? В бестиаре?
После игры в Гвинт ты всегда получаешь новые карты, но один раз. То есть каждого противника по одному разу. Угу. У нас тут всяких новых сущностей поначитывать можно. Вот попозже чуть-чуть. Первая победа над соперником дает новую карту. Да, я понял, мадаме. Понял, спасибо. Понял. Карты могут быть как обычные, так и редкие, как я понимаю. Падза. Создание колоды. Падза. Это у нас в этом меню делается, да? Падза. О, привет, Лот. Здорово, здорово. Как самочувствие? Пауза. А, колода для игры в Гвинт. Понял. Так, у нас есть для новой колоды какая-то фольтест. Нифльгард. Отлично все? Ну, это хорошо. А у меня, ну, тоже достаточно неплохо. День, так сказать, начался довольно-таки сумбурно. Там надо было сходить по делишкам. Разрешил их. Разобрался с вопросиком по чистке консоли. Там на следующей неделе буду ее отдавать. Да. И так потихонечку тренируюсь в записывании роликов. Да. Можно будет на следующей неделе, пока консоль чистится, посмотреть видеоролики. И там будут выкладываться с определенной периодичностью. Понедельник, среда, пятница, суббота. Да. Я не понял, нам дали какую-то карту. Только я не помню какую. Фольтест. Или это просто колода как-то называется по-особому. А фиг его знает. Фиг знает. Может, какой-нибудь новый лидер открылся нам. Сегодня происходили экзамены по 2 предметам. Получил 90-80. Это хорошие результаты, я тебя сердечно поздравляю. Сам-то я ЕГЭ и ОГЭ не писал. На тот момент была на ОГЭ коронавирус. Да. Я просто сдал устную часть и получил свои итоговые оценки из аттестата. Вот что в короне, точнее за период пандемии получил, то и выставили. А ЕГЭ я, соответственно, не писал, так как не пошел в 11 класс. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но ЕГЭ у меня все впереди. Все надо будет его писать потом, изучать все это, да, неприятненько. За одну ночь и утро подготовился и не просил ни у кого помощи. Чисто в соло прошел. Это достойно очень. Еще раз поздравляю. Я такой высокий балл только по физре получал. Физра-то, да. Физра. Довольно-таки неплохой, несложный предмет, если ты физически подготовлен. Та же ситуация. Понял. Наш модератор пишет. Мы к экзаменам также готовились в последний час перед казнью. Ну, не знаю, как мы в последний час готовились, но на всех парах мы были. И все слушали. Как минимум. Давайте... У нас карта же тут есть, да, вот этих территорий замка. Каких-нибудь скрытых закутков тут поискать стоит, наверное. Да, всем привет, друзья. Всем привет. А меня тут стражит как бы не схлопнет за то, что я чуть-чуть
подворовываю. Но вроде должен быть значок, что я ворую. Тут чисто. Я ни ОГЭ и ни ЕГЭ не проходил. У нас первый семестр заканчивается. А, ты в колледже, да, я немножечко затупил. У нас экзамены отличаются, они у нас не по бальной системе просто. И все остальные, так сказать, моментики, затрагиваемые экзамены, я считаю как ЕГЭ или ОГЭ, ну, по баллам, соответственно. У нас типа, как, у нас есть проверяющий состав с одним человеком из сторонней организации, да. И мы отвечаем на вопросы, которые задает нам аудитория или сами эти проверяющие. И если все правильно, то там, соответственно, 5, если похуже, то 4, а если 3, то там нас вывозят вопросами легенькими, или, если ничего не знаешь, то 2 и пересдавай в следующем году. 3 предмета на компе, а еще 1 рисунок на планшете. Угу. Чтобы переключиться на карту континента, нажмите на карте треугольничек. Ух, мы тут дошли до карты. Королевский замок в Визиме. Прежняя обитель королей Тимерии. Ныне элита занята невгальскими войсками. Тут есть рекомендуемый уровень даже. Сторонняя организация? Это точно учеба? Ну, мы как будущие специалисты должны иметь рекомендацию и подтверждение от уже квалифицированного персонала, соответственно, руководителей или руководителей этой организации. Да. Ну, там не очень серьезное слежение и отслеживание всех моментов от этой сторонней организации. Они просто так номинально сидят, слушают. В основном все задают нам учителя. Да. 1 предмет на компе. Это уже в пятницу. Угу. Рисунок получил 65, но хотя бы чуть-чуть больше проходной. Проходная, соответственно, 60, да? Как я понимаю. В Белом саду у нас остались еще не исследованные территории, наподобие знаков вопроса. Это мы как-нибудь отдельным стримом сделаем. А в данный момент мы пойдем исследовать Велен, ничейные земли. Проходной 50. Половина. Понял. О, у тебя дополнительное есть. У меня, да, присутствует в этом издании 2 дополнения. Одно дополнение «Кровь и вино» и второе не скажу. Соответственно, тут какая-то новая локация должна добавиться. Значит, сложнейший босс игры нас ждет. Да. Кай Мохин. 19 уровень требуется. Ну, победим его, конечно же. Не думаю, что босс данной локации из дополнения будет как-то очень уж сильнее босса из Секира или того же самого Dark Souls. Тут еще и книжечки можно залутать. Да. Ждем бомбежа на Детлафе. Детлафе — это имя босса? Ёма, стример прочитал сообщение до прихода. Угу. Я что-то не догоняю. Мне каждые 6 месяцев надо экзамен на
Rebel T? Е. Пересдавать. А, работе. А, все. Это у меня чуть-чуть скосилось зрение, да, на работе пересдавать. С проходным 80 баллов? Это что ж такое за квалификационный тест? И с чем он связан, соответственно? Ладно, давайте на другую локацию тогда перейдем. Тут нам уже ловить нечего. Угу. То есть мы сразу перемещаемся тут на точку. Территория, скажу, от Белого Сада отличается кардинально. То есть локация в 2, где-то в 3 раза больше. Особая физподготовка с парой нюансов. Угу. Интересно. Невозможно совершить переход отсюда. Найдите перекресток. Пошлите. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Все, фарма Геральт будет узнал, много. что его подопечная Цири вернулась из долгого Фарм путешествия, это и ей основа, грозит гринд опасность. и По все приказу такое. императора и по просьбе Йеннифер Геральт отправился на поиски Цири. Да, отправляемся. Дверь из дворца — это перекресток? Ну, довольно-таки странное изображение перекрестка. Назвали бы точкой быстрого выхода какой-нибудь. Фарм тяжелый, очень сложный. Фарм мобов, фарм всего нужного, всех материалов, всех компонентов. Да. Нам предстоит много работы. Вэлен, Северная Тимерия. Наливайте чаечек, печеньки. У нас сегодня будет еще целых 3 часа прекрасного прохождения и исследования локации Вэлен. Да-да. Сегодня стримим 4 часика. 1 часик мы уже потратили, блин, на крепость. Там походили совсем чуть-чуть. 3 часа отборного контентища. Истинно так. Я чуть-чуть не приболел. У меня немножечко, так сказать, немножечко неприятно говорить. Небольшая боль в горле. Я чаечком запиваю тепленьким с медом. Да, мед — это тема. Благодарим за покупку дополнения «Каменные сердца». Задание, которое вы отслеживали, сменилось на первое задание дополнения. Однако мы рекомендуем браться за него не раньше, чем ваш герой достигнет хотя бы 30 уровня. Хорошей игры и удачи на пути желают нам разработчики. Да, вот, кровь и вино плюс каменные сердца. Не представляю, что из себя будет в данных дополнениях происходить.
Кроме того, что там в каком-то есть красный дед толстый, которого повесит. Ну или это по сюжету. Мастер рун. Играя в дополнении «Каменные сердца», вы встретите мастера рун. На карте он отмечен знаком книги. Этот ремесленник, единственный в своем роде, прибыл издалека и может использовать тайные знания, чтобы улучшить ваше снаряжение. Найдите его и проверьте сами, извиняюсь. Да. Надо было еще симуляцию решений из второй части включить. Так бы еще крутого перса получили. Я, к сожалению, вторую часть и первую не проходил. И своими решениями даже не знаю бы, что и изменил бы. Так что я без изменений все поставил. Да. Ой. Кровь и вино. Добро пожаловать в это дополнение, да. Сначала выполните задание «Поэт в опале». То есть перед этим, перед вторым дополнением, надо это задание сделать. А у нас сломалось снаряжение, надо поменять его, потому что мы мечи какие-то топовые получили. Да, серебряный меч, девятихвостая лисица. Шанс критической атаки плюс 11%. Достойно. И тут тоже. Довольно-таки неплохие шансы, но, к сожалению, оборудование 11 уровня. И нам, как минимум, еще 8 уровней до него подниматься. А там связи как таковой и нету. Просто было бы во дворце, появился бы диалог. Мы бы могли и у тебя... Мы бы помогли, и у тебя было бы еще интересные персы появились бы. Угу. Ну, к сожалению, мы уже играем существующими настройками, так что... Какая-то еще броня появилась. Доспехи белого тигра запада. Азиатский доспех, изображающий что-то наподобие кольчужной юбки снизу. Да. А одежда у нас переоделась сразу. Отлично. Новый меч поставим. И пойдем. Ну все, рестарт ради симуляции решений второй части. Ну чат, не так нельзя. Мы сколько? 3 серии. Шли только до Грифона. Вы же не хотите еще 3 серии до него идти. Вон там какие-то знаки есть. Тут, кстати, повесили ребят. Отдохни. У нас на данной карте изображено сколько? Раз город, 2 город. Вот это все, где знаки есть вот этого письменного объявления. Все города. И вот еще город есть. В какой идти? В ближайший, конечно же. А там посмотрим вообще, как пойдет. Модер шарит. Плюс чатик без восстания. Против восстания. Стример столько не выдержит. У тебя город сверху, все остальное деревушки. То есть вот это все населенные пункты. Ну, похоже, да, по количеству домов. Но бывает же... вот это город. Ага. А это что тогда? Тоже деревня, хотите сказать? Или какой-нибудь блокпост? Ну ладно. Нам... я забыл пометить, да. Нам вот в данную деревеньку стоит сгонять, посмотреть. Давайте тогда и заедем сразу. Первые ростки зла. Быстрее. У нас стоит задание какое-то непонятное. Его лучше 32 уровня задание. И лучше такого пока не делать. Нивгарские связи. Костры. 5 уровень.
И рядышком. Может, заедем, посмотрим как раз. А пока в деревню. Одичавшие собаки. Это городишко. Понял, понял. Так, надо привыкнуть к, опять же, другой системе. Ну ты Я не понял чуть-чуть. А, да. Иди сюда. Я опять же отвык от управления. Вот. Поиграл в For Honor. И все. Все, сразу отупели мои навыки. Все, что я оттачивал. Да. Все, Ведьмака на мясо. Пустили собачки, да, бедные. Я чуть-чуть не понял, почему Ведьмак не атакует. Тут перестройка атаки на клавиши. Именно другие, да. Вот что плохо играть в разные различные. Берем билд от мага. Собираем, точнее. Или все-таки по старинке мечом. Ну, как я понимаю, существует зелье сброса навыков за 1000 монет. И пока я не разберусь в билде от мага, полноценного мага мы не получим. Когда ты консольщик со стажем, разное управление слабо беспокоит. Извините, дед, я еще молодой, неопытный, да. Что-то долго загрузка идет, видно, карта прогружается полностью. Или мы сейчас появимся... Нет, мы должны на карте появиться, да, у нас получается автозагрузка на последней точке у этой деревни. Да. Спасибо, все, опять заново. Угу. Задание стоит тоже. Меч надо взять. И мимо собачек проедем. Да, спасибо, мы это читали уже. Все читали. Собаки, они очень уж злобные создания. Мы проедем их мимо. Ну, все. А вы чего тут крутитесь? Кровавый барон о вас знает? Кровавый барон. Вот о нем я слышал. Что-то в чате все пишут. Билд от мага прост. 3 горизонтальных строчки навыков. Бесполезны. Чем больше силы знаков, тем больше сила знаков. Логично. Восстановление энергии можно разогнать до бесконечного спама знаков. Ну и сет Грифона собираем. Соответственно, с убийства Грифонов, да? Взорвать собакенских бомбой. Какая бомба у нас присутствует? У нас есть... Давайте посмотрим из алхимических приспособ, что есть. Есть бомба зелененькая, отравляющая. И бомба картечь. Ранит противников в зоне поражения. Наносит небольшой урон огнем и уничтожает гнезда. А у нас бомбы не стояли никакие, да? Не 3 строчки, а 3-я строчка. Ага, 3-я строчка. Понял, принял. Ну, давайте поставим какую-нибудь вот данную бомбу. И если нам попадется группа неприятных противников, взорвем их. Только еще как пользоваться на... на L1, да. Угу, помню. Гвоздь железный в притолоку вбей. Еще бы не... Тогда мороки точно бы не вошли. Давайте тогда на объявлении посмотрим, что есть за задание.
Ищу проводника. Не к нам. Предупреждение. Крики в лесу слыхать далеко. Чаще всегда густая тень. Лучше, дитя, не ходи в темный лес, а то дикий зверь тебя съест. Это все байки. Канун дядов. Звучит хорошо. Можно, конечно, будет попробовать билд на мага. Так, несчастные души, упокоенные. Это опять все байки. В Кармче на распутье плати новиградскими кронами. Других денег не принимаем. Предупреждение. Не распускать язык. Доброжелатель. У деревьев есть уши. Хорошо. Пропавшая жена. Люди добрые, жальтесь, помогите мне в беде. Жена моя Ганна пропала. Пошла несколько дней назад в лес и до сих пор не вернулась. Я хотел вообще посмотреть по навыкам, да. Третья строчка. Это ты имел... Нет, не сюда. Ты имел в виду вот данную, да? Знак Ирден. Магическая ловушка. Горизонтальная. Вертикальная это вот так, да? Горизонтальная здесь. Третья ловушка не катит, да? Нам пометили неизвестные места. А тут есть лагерь. Ё-моё, тут сразу знаков накидало. Пам-пам-пам. Ну что сказать. Долгой нам и успешной игры. Да, с таким количеством всяких неизвестных точек. А билд от мечника чем выглядит? То есть ты закидываешь там противников огромным количеством быстрых атак. Или, например, там атаки на криты. Давайте съездим в это место. Интересно, что там вообще есть. У нас также были непрочитанные книги. Надо их почитать, чтобы выяснить что-нибудь новое, интересное. Меч колдуньи. Кто такие охотники, спрашиваете? Люди такие же, как и вы. Порядочные, что ложью и грехом брезгуют. Ага. Ну, то есть, праведные люди, готовые совершать праведные дела. Дикая охота. Вот эта записка довольно-таки интересна своим содержанием должна быть. Все, от крестьян и пастухов до доярок и повитух, все простые люди континента шепотом рассказывают о призрачной процессии, что носится по небу. Зовут ее дикой охотой. Ее своеобразному шествию сопутствуют внезапные погодные явления, такие как снегопады, вихри, резкое понижение температуры. Некоторые же утверждают, находясь вероятно под влиянием шока, что дикая охота появляется исключительно в зимнее время суток. Точнее, зимнее время года, да. Однако исследования Квинта из Бан-Арда подтверждают, что время года не оказывает никакого влияния на ее появление. Призрачные всадники сами с собой приносят мороз. Также верят, что появление дикой охоты
предвещает войну и смерть. Однако и сама охота весьма зловредна. Она похищает людей, обыкновенно молодых, от 10 до 20 лет от роду. Похищенные порой возвращаются, но лишь через много-много лет после смерти своих собственных детей, не помня ничего о проведенной с охотой времени. Интересно. Тут королевская династия Севера, видно, рассказывают немножечко истории. Старших рас описания. Что есть нелюдь? Каждый видит. Как нам само название указывает, это нечто, что напоминает человека, но им не является. Да. Краснолюды. Суть подобны кротам. Лучше всего под землей себя чувствуют. Солнце избегать стараются. Любят жить в нечистотах. Нечистоте. Всегда грязью и копотью измазаны. Любят все, что в земле найти можно. Камни, металлы и минералы. Говорят также, что они подобны кротам дождевым и прочим червям. И прочими червями охотнее всегда питаются. Да, интересно, кстати. Про жизнь различных рас почитать. Низушники напоминают суслов. Ленивые, толстые и голосистые. Они точно как те грызуны. Единственное, что им на ум им приходит, это еда и напитки. Ну, типа, что-то наподобие свиней, что ли. Алчны в хозяйствах своих. Угу. Складывают и у других благородных зверей отнимают. Хитрость жестокая их отличает. Угу. Эльфы. Приходится скорее сродни райским птицам, что далекой Зерикании живут. Больше всего их заботят цветные перышки. Охотнее всего бы они днями на своем же отражении в воде любовались. Ну, короче, такие флегматичные красавчики. Понятно. Все эти расы гнусные, старшими прозванные, к счастью, понемногу вымирают. Каждого праведника с радостью да наполнит та мысль, что проявила правнуки его знать их уже не будут, и что в их времена краснолюды, низушки и эльфы будут лишь единственно героями сказок, коими деток малых и непослушных пугают. Да, интересно. Тут немножечко про город, столицу рассказывают, Новиград. Да, рассказывают, какая она красивая и все такое. Оппозиция в Нифльгарде. Угу. Оппозиция терпеливо ждет момента, когда император совершит промах. Или когда ослабит его власть. В принципе, как обычная ситуация со всеми противостоящими основной части, да. Ну, почитали, хорошо. Давайте тогда пробежимся до... Как жестоко. Давайте пробежимся до точки, которую пометили. И сохранимся. Да. Как можно заметить по миникарте, там уже как минимум один противник присутствует. Непонятно какого уровня и силы, но присутствует. Здравствуй, жрец. Стой! Не подходи! Я не умею драться! На помощь, кто-нибудь! Спокойней. Я обычно не убиваю жрецов, которые просят о помощи. Обычно. Я не жрец, я дьякон. Всего 2 месяца, как из семинарии. Это моя первая миссия.
Не пристало нападать на дьякона во время его первого служения. Постой-ка, твои глаза. Они желтые, а зрачки... О, я читал об этом! Ты ведьмак! Ага, или бродячий кот, или уж обыкновенный. Ну нет, на самом деле зрачки уже и круглые, а не вертикальные. Хотя, неважно, ты должен Встретились мне с помочь. умником. Если они выломают ворота, зараза вырвется наружу. Давайте спросим, что Добро, случилось. жрец, давай по порядку. Как ведьмак может справиться с заразой? Нет, не с заразой, а с ее источником. Много веков назад мы превратили чертову яму из шахты в место для уединения неизлечимо больных. Это такая своего рода... Ссылка. Мне кажется, то, что ты описываешь, Угу. называется умиральня. То, что мы делаем, не вселяет в меня гордости. Но как иначе бороться с красной смертью? Эта болезнь разносится со Красная скоростью смерть? лесного пожара. Опять же, я не знаю, что это такое. Может, какая-нибудь очень распространенная болезнь типа чумы на данных землях. Если кто-нибудь знает, то буду рад. Метод, конечно, Так сказать, паршивый, описанию, что это но такое. действенный. Глупо это отрицать. Ладно уж, что сделано, то сделано. Так чем я могу помочь? В глубине шахты, в соляной пещере, неспокойно. В старых хрониках говорится, что там живет некто. Или Некто. нечто. Дух, который разносит заразу и шепчет по ночам. Пам-парам. Недавно банда дезертиров перебила зараженных и заняла чертову яму. Меня послали уговорить их уйти. Если кто-нибудь откроет запечатанные ворота и спустится в подземелье, У нас тут будет не одна, а две Катрионы. Дезертиры не вняли твоим веским доводом. Я угадал? вот именно. Я кое-как убежал, но моих людей они убили. Помоги мне, пожалуйста. Я заплачу, если ты разберешься с дезертирами и этим злобным духом. Давайте спросим больше об этом злобном духе. Раз уж тебе нужен ведьмак, давай больше сведений. Как давно этот дух сидит в шахте? Его вообще кто-нибудь видел? Мне показали не все хроники. У меня еще не тот ранг. Я читал, что дух появился очень давно, после переселения больных в первую эпидемию. Церковь как-то пыталась от него избавиться, но я сам хотел бы знать, чем кончилась эта попытка. Немного ж тебе рассказали, как я посмотрел. Верно. Недавно больные начали жаловаться, что слышат шепот по ночам. Дух зовет, просит пощады. Странно и довольно страшно. Это все, что я знаю. Извиняй, я за это не возьмусь. Поговорим о награде. Конечно. Похоже, ставки довольно высоки. Я бы с тобой поторговался. Главное, чтобы ты не просил больше, чем у меня есть. 200 монет уже в этой локации нам предлагают. Давайте, значит, 280. Слишком много ты хочешь. 265. Сколько? Ничего себе! Я приехал защищать людей, а не дворцы покупать. И все, что ли? И весь торг закончился на этом? Я запросил максимум от чуть больше четверти суммы. И он не согласился. Очень странные рассуждения. Давайте посмотрим все равно, Ну что что там ж, есть. я этим займусь. А ты жди меня здесь. С деньгами. Договорились. В таких условиях я буду только рад их отдать, если ты поможешь. А, и возьми ключ. Он от ворот в шахту. И пусть вечный огонь укажет тебе путь, ведьмак.
Вечный огонь. Ну, пусть Какой-то укажет. Спасибо. Культ Бывай. солнцу, поклонение солнцу. Задание высокого уровня. 15-го. А что там по противникам? Козочка. Охрана жреца. Резаные и колотые раны от мечей. Дезертиры, что ли? Есть ли тут такое, что я, например, буду противника 15 уровня колотить целый час? Или тут примерные характеристики с уровнем у противников не особо отличаются? Ну, имею в виду, кроме урона. То есть 3 часа... Скорее он тебя убьет. С одной тычки, да? Угу. А чтобы колупать целый час, такого не припомню. Угу. Ну, я понял. Давайте попробуем. В принципе, тут сохранение у нас есть. Оторвать ему яйца! Это жестоко, очень уж больно. Ну, сколько мне еще ждать? Это что? А твоей жопой я сам займусь. Вот что у них все одно на одном на уме. Оторвать ему яйца! Что такое, сука? Это что? А твоей жопой я сам займусь. Нет. Но если на один левел какому-нибудь мегабоссу левела так 35-го придешь, можно колупать и больше. Угу. И будешь столько же. Ага. Людей ты хоть 30 уровня убивай. Пробоем там минимум. Только парируй и уклоняйся вовремя. Да. Люди тут какого-то прям очень серьезного сопротивления не оказывают. А вот с монстрами проблемы возникнуть могут. Угу. А монстры, то есть, многократно усиливаются с уровнем. Свинка? Ну, значит, надо подкачаться, надо подкачаться, как говорили мудрецы. Не отпускай его! Сейчас этого дезертира тогда доколупаем и пойдем качаться. Выполним еще пару заданий полегче. Шкуру с тебя спустим. Эй! Я немножечко на чатик отвлекся. А тут уже как тут эти ребята. Покончим с этим. Ну все, меч положи. Так, нам получается куда теперь? Задание. Нам надо выбрать задание, которое мы сможем выполнить.
Дикое сердце, собрать карты. О, привет, Зет, привет. Стримим рановато. Могу приятно, так сказать, обрадовать тебя и всех, кто не слышал. У нас немножечко поменялся план стримов. Мы на регулярной основе теперь начинаем стримы в понедельник, среду, пятницу. В понедельник, в пятницу, соответственно, где-то... Шевелись, плотва. С 18 часов, как обычно было до этого. А вот в среду с 4, как там в постике, наверное. Если уведомление не приходило, в постике там написано. Угу. Также у нас в субботу добавляется бонусный стрим. Начинаться он будет где-то с 12 и где-то 2,5-3 часика будет проходить. Если не стрим, то как минимум видео. Ага, это мне теперь надо на среду расписание работы менять. Это как тебе будет удобно. Совмещать полезное с полезным, это с веселым, точнее. Было бы круто. Капец, они тут скачут. Вот просто не отдают никаких таймингов для атаки. Но здоровья у них очень мало. Как, кстати, этот день прошел, Зет? Я у ребят поинтересовался в самом начале, что как. Вот теперь у тебя поспрашиваю. Так, ну, 4 по МСК это у меня 5 вечера. Так, у меня тут немножечко чатик съехал, сейчас поправлю. Чатик, не балуй. Ну, 4 по московскому времени это у меня 5 вечера. В 6, по-моему. В 5 по московскому. Я заканчиваю работать. Ага. Понял. Да, абсолютно как обычно. Работа, еще раз работа, дом. Уведомления по стриму, значит, надо посмотреть. Очень приятно, спасибо. Да. А мы тут потихонечку продолжаем исследовать. Да. В будущем расписании там может чуть сдвинуться по времени. Скорее к вечеру. Я имею в виду стримы в среду. Но пока сохранится данное расписание. Так, у нас есть определенное количество зелий, которые мы можем использовать. Но если сдвинется к вечеру, то еще лучше. Смогу снова на весь стрим приползать. Да. Но, к сожалению, мне к 9 вечера примерно надо стрим уже примерно заканчивать. Угу. Так что
Пока что ориентируемся 4 часика с 4 до 8. Ну или чуть позже, с 16:30 и до 8:30. Это опять же там в постике будет написано со скольки до скольки. Сколько мне еще ждать? Проходит, будет. Ух, какое зелье! Прекрасно. Ох, сейчас помрем. Обошли нас нехорошие ребята. Одна тычка осталась нам. Да, все. Ладно, хорошо. Так и запишем. Убили, просто атаковав сбоку. Пить зелье ночного зрения на улице. Ну, он уж там еще бафы дает, как я помню. А баф там повышение крит атаки. Что-то наподобие скорости атаки или просто процент к урону. Что-то там было. Сейчас почитаем. А я могу хоть 9 часов на стриме сидеть. Мы помним, Нодами, у тебя начинается именно... Да, в начале, точнее, столько во сколько мы начали, только рабочий день. Да. Вот, а был бы билд на мага, к тебе бы и не подошли. Звучит заманчиво. У нас единственное улучшение из магических, это получается пока на гипноз, да, на гипноз стоит. Но у нас левел еще низкий, очков навыков мы потратили немного. Перераспределение возможно. И тут начинаем, да? Угу. Ну ладно, мы сразу пойдем тогда. Вот я не понял, вот на том количестве навык гипноза вообще стоит? Ты имеешь в виду в плане прокачки? Ну, он, как я понимаю, открывает определенное количество дополнительных разговоров. То есть, изучив его, можно там будет немного поменять контекст диалога. Вот из-за этого меня... Нет, и в активных он у нас не стоит. У меня не хватает уровня, да. Я очень немножечко поспешил. Да, подумал, что это как в обычных играх. Прокачка влияет всегда и на все. А оно действует только при активации. Я не понял, а почему противников тут так много? И почему они так... Ну, больно кусаются-то это понятно, а вот почему они такие дикие и больно уж ловкие, это меня смущает. Ну, по хп зато проседают. Это просто капец. Да, да.
Напомню, когда-то стример говорил, что собаки на фоне волков — это пустяки. Эх. Собаки в количестве сильны, а не в качестве. Вот было бы 2 собаки. 2 собаки бы и зажарили бы. А их тут штук 8-9. И все напрыгивают просто без перерывов. Вот это сложно оформить. Нормальную битву. Хорошо, хорошо. Чатик всегда прав, да? Чатик плохого не посоветует. Ну, конечно, кроме мяса. Когда им надо больше и больше страданий. Загрузка реально долгая. Попытка номер 2. Иди сюда. Небольшую тактику вырабатываем. По получению по лицу, например. Ну вот, как она так моментально реагирует на все? Да, на даме PS4. Пока что не PS5. Надо будет в будущем озаботиться, так сказать, улучшением производительности и покупки комфортного аппарата себе. Но опять же в будущем. С собакенами мы разобрались. С болью, со всем этим причитающимся, но разобрались. Ну, обычных противников я смысла не вижу бить. Нам надо выполнять задания. В задании мы получаем опыт и деньги. Деньги нам нужны для улучшения характеристики. А опыт для раскачки навыков. Вот мы хотели вот на это задание пойти. Давайте тогда так и сделаем. С врагов тоже дают опыт. Правда, в крайне мизерных количествах. Я это понимаю, да. Прекрасно понимаю. Но опять же, я пока убиваю этих противников, эти противники успевают поиздеваться над всем моим рассудком. В своих огромных количествах. Вот в первой локации их было, ну, максимум по 5 существ. Тут же уже все, пиши пропало. Огромное количество, как будто там не точнее не их сборище, а какое-нибудь логово. Ну, может, оно, конечно, там и есть, но я его не видел. Да. А сейчас мы скачем на свое первое задание в данной локации. Кому-то тут требуется помощь.
Ну вот что ты не достал до противника? Парирование очень мало урона наносит. Без прокачки, как я понимаю. Чего ты сказал? Мне показалось ли он матернулся? Если набегут, я ими займусь. А сейчас дай знать, кого развяжу. Ян Вердун служил в 10-й Мариборской. Что-то ты отстал от своей армии. Моей нет. Нильфы ее разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. Пристал к группе беженцев, преисполненных, сука, патриотизма. Едва они узнали, что я бросил Темерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. Интересный факт. Монстры с ростом уровней начинают внешне меняться. То есть они становятся более устрашающе выглядят. Там, например, у них отрастают какие-нибудь дополнительные клыки, зубы, какие-нибудь наросты, они становятся больше сами по себе. Ты имеешь в виду в таком контексте они меняются? Или там по цвету, например, по какому-нибудь тоже условному. Я тебе помогу. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Давайте поможем Хотел бы бедняге. я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Что делать? Такие мои убытки. Спасибо, ведьмак. Пусть тебе повезет. Ну, как увидишь того же утопца, вроде 8 уровня, то внешне от слабых отличишь. Заметано? Заметано. Помогли бедняге из вражеской, ну точнее темерской армии. Мы же не сражаемся ни с кем. Без особых на то причин. А тут помогли бедняге. Но он оказался без денег. Это что? Это собака. Ну, сколько мне еще ждать? Сурово с дезертиром взяли, просто монстром скормили. Ну, нравы Севера, они всегда были довольно-таки жестоки по своей натуре. Но и довольно-таки милосердны к гостям, когда спокойное время. А тут еще и война. Да, с дезертирами не очень хорошо обращаются. Не знаю, нам зачем в таком количестве мяса и масла с этого пушистого создания, а потом говорят, что нильфы злые. Это ты еще не видел, что родовиды творят? Родовид. Это вроде имя короля или чего-то подобного в структуре власти, как я понимаю. За нашей бедной плотвой там гоняется какой-то упырь. Король Севера, региона, где ты тусишь сейчас. Но по факту сейчас охватили нильфгардцы, так что король он уже условно на этих землях.
Если, конечно, город еще не захватили. Теперь помедленнее. Не все захватили, да? Не Ну, фольгарцы. Все. Ну так и запишем. Дяденька, чужой вон там! Пропала Тамара Стенгер, дочь кровавого барона. Возможно, похищена. Богатое вознаграждение любому, кто найдет или приведет ее. Все эти земли сейчас под Родовидом, а лагерь нильфов внизу справа. Не, нильфы тут не главенствуют. Понятно, значит, они пока еще только начинают свои захватнические действия. Внизу справа. Вот тут. Ну да, можно заметить. Огромное количество палаток. Рядов чего-то интересного. Это домики и маленькие палатки, скорее всего. Угу. Понятно. Вот у нас тут есть быстрый переход. Что-то у них тут произошло явно. Дочь барона похитили. И в этом кого-то виновным хотят выставить. Лагерь, блин, размером с крупный город. Ну, есть что-то в нем, да. Есть. Но там крупных застроек мало очень. Там в основном мелкие. Нифльгарский связной. Здравствуйте. А мы тут проходом. Скорее всего, надо будет связаться сейчас вот с этим барменом. Или как его? Я ищу одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жжёнки. Условный знак, видимо, мы тут подаем. Бармен. Трактирщик. Ну да. Я черный вход открою. Трактирщик правильнее будет. Да. Квест барона крайне интересен сюжетно. Да и один из многих квестов, где тебе предстоит моральный выбор. Где предстоят моральные выборы, точнее, во множественном числе. Ну, это хорошо, раз мы до него дошли сейчас и можем, если по уровню позволяет, пройти. Корчмарь! Водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. 2 меча навесил. Ты, на что тебе 2 меча? А в штанах он 2 хера держит. Ты, сука, глухой? Вот сейчас получит лещей от Геральта и все. Или тебе язык ножом развязать? Ставлю каждому. С чего это? С того. Да. Было бы, конечно, прикольно как-то так ответить. Выпьем по одной. Я буду не чужим. А там пойдем каждый своей дорогой. А какая твоя дорога?
Я направляюсь в Новиград. Там одни шлюхи. Давайте продолжать За удачу. роль Мою и вашу. доброго охотника. Вот будет интересно, что в итоге получится. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, Милздарь, пожалуйте за мной. Покажу вам лавку. Как поменялось мнение вдруг резко. Хожу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. Я им обычно бошки сносил, говорил наш модератор, точнее говорит. Ну вот видишь, увидел другую концовку. Думал, что меня перехитрил. А что, нет? А я мелкого говнюка резанул так. Спасибо, Милздарь, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я не в свои дела не лезу. Желаете, Милздарь, остановиться в моей корчме? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Генри. Он живет в селе Вересковка. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, имперцы напали. Модер, как ему и необходимо, отыгрывает злого полицейского. Вошли в роли, так. Что ты знаешь о Гендрике? Что такое? Кто такой Генрих? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда. А я, получается, тогда доброго отыгрывал, да? И грел при себе вдову. У ней Ну, по крайней мере, в последних случаях. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Как интересно получается с этим бароном. Опять же, не забываю сетовать на то, что очень медленно персонаж ходит во время зданий, точнее, во время похода по зданию. Но выходит, стример выйдет на отличный расклад в Каэр Мохене. Или что, изменится? И мы увидим кровавый вальс. Это огромный спойлер. Огромный спойлер. Ну, понятно, что есть хорошая и плохая концовки. А вот что не происходит в Каэр Мохене... Интересно, интересно. Извещение. Тут давайте посмотрим, что есть на доске объявлений. Где спойлер? Каэр Мохен — это не конец игры. Так, еще один спойлер. Теперь мы точно знаем, что там не конец игры. Извещение. Сим объявляется следующее. Каждый, у кого есть дойная корова, до конца недели должен ее привести в положенное место. Или они будут наказаны. Понятно. Это предупреждение мы слышали. Просьбу о помощи слышали. Предупреждение аналогично. Разыскивается Микель, брат мой родной. Это тоже слышали. Предупреждение. Что какие-то тут вообще задания не особо. Ну так чисто. Знаки вопроса пораскрывали. Каэр Мохен. Просто самая мощная часть сюжета. Ага. Понятненько, понятненько. Это же родовое гнездо всех ведьмаков. Точнее, даже не родовое гнездо, а тренировочная база. И место, где они могут отдохнуть. А регион Скеллиги самый ужасный район. Скеллига. Он, по-моему, состоит из островов, как я понимаю.
Закрыто, нужен ключ. А где его взять, непонятно. А, тут мы были в корчме уже. Да. Тут тоже заходили. И отсюда вышли, соответственно. Если бы были это просто острова, а не горы и моря. Понятно. Труднопроходимая местность, и, соответственно, там со всем этим будут сложности. Здравствуйте. А по заданиям у нас что-нибудь добавилось? Вообще, надо посмотреть. На Скеллиге. Найти корабль, идущий на Скеллиге. В деревне с живописным названием Большие Сучья Геральт увидел объявление. Хорошо сказано. Ведьмачьи заказы. Пропавший брат, 33 уровень. Мы сюда еще вернемся. А сейчас мы продолжаем Нифльгардского связного. О, вот тут у нас еще какое-то задание появилось. Теперь нам сюда надо. Корчма, точнее, на распутье называется. Давайте проедем тогда здесь. А, еще я забыл спросить у этого же прекрасного трактирщика, да. У него же есть карточки. Похоже, дождь собирается. Не собирается, а уже идет. Выпить. Мы можем бесплатно выпить, что ли? Хорошо. Одну рюмашку чисто. Привет вам. Здравствуй. Так, давно назову... Так, про барона еще Я бы спросим. что-нибудь выпил. Факел. Зачем, если у нас он бесконечный? Командирский рог. Фракция нейтральная, карты специальная. Удваивают силу всех отрядов в своем ряду. Давайте купим. Тут, кстати, карты подешевле будут. Тут с десятки они начинаются. Вот он, и рог. Крутой, да? Специальный навык. Осадный отряд. Давайте купим. Импера. Бригада Импера. Кавалерия Наузика. Тоже купим. Карта лидера. Специальное умение. Посмотрите. А, это уже мы видели в имперском замке, получается, да? Ну, хорошо. Давайте спросим, почему барона называют кровавым. С этим наверняка связана какая-то история. Когда он еще был солдатом, ему приказали занять красильню, в которой засели нильфы. Другой бы, может, взял их измором, но барон человек вспыльчивый. Тут же и ударил. Черные сдались, и барон их взял живьем. Но кто-то разбил чан с красной краской, и все вылилось в реку. Потом люди говорили, что река кровью окрасилась, потому как барон всех вырезал. С тех пор и прозвали его Кровавым. Интересно, кстати. Ирония судьбы. Ирония судьбы. Недели раньше на Малом острове барон и правда устроил резню. Только об этом мало кто говорит. Давайте еще немножко про барона Он же спросим. не местный. Темерец, но не отсюда. Говорят, он дезертировал вместе с войском. Однажды заявился сюда со своим отрядом. Должно быть, надоело им скитаться. Занял замок старого владетеля
и стал господином во Вронницах. Я думаю, как черные здесь обоснуются, то оставят Вронницы ему, и станет он настоящим бароном. Ну, круто, круто. Прощай. Давайте посмотрим на карты, которые получили. Так. Нам нужно Королевство Севера, да. Берем, получается, эту карту. И убираем из колоды вот этого мужичка. А то он вообще бесполезный. С двумя силами. И зачем таких добавляют? Чисто ради дополнения колоды? Вперед, или чего-то подобного. Потому что в колоде их использовать, ну, себе дороже. Без специальных умений, просто с малым количеством сил. Отдохни. Вперед, плотва! Но! Вот тут какая-то пометочка была интересная. Вот точечка здесь Давай, была. плотва! Либо я чего-то не понял, либо там был какой-то момент интересный. Опять же. Но! Придержи. Тут стоит статуя. Но! И ей поклоняются. Вот еще интересный вопрос. По вероисповеданию у меня стало. Получается, как минимум, есть вера в огнеликого или кого-то подобного. Короче, в солнце или в огонь. И есть по-любому еще другие разные веры. Интересно, какие. А здесь что? Холм краснючий. Либо глина, либо огромное количество крови впиталось в это место. Придержи. Вер достаточно. Вон те же нильфы вроде просто верят в императора. Верят в императора. Ага. То есть для них император это подобие бога. Ага. И царя. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка. А до сих пор у нас задание разыскать агента Гендрика в деревне Вересковка. Полутаемся. Враги, что? Тут есть враги на нашей деревне. Точнее, по заданию. Любимые собаки. Обожаем их. Поди прочь! Не подходи! Прочь!
А, просто дикие собаки тут напали на одного Спокойно, все уже кончилось. крестьянина. Я думал, они тут типа бандиты пришли грабить или что-то подобное. А мы использовали руну Кончилось. Только гипноза. как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой, если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Кто забрал? Дикая охота, возможно? Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. А, это нам катсцену из прошлого показывают, как все происходило. Да, резкое похолодание вдруг произошло. И дикая охота пришла. Прикольно у них доспехи стилизованы, так, под изморозь такой вот Не своеобразный. знаю, что там делалось. Страшные должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. И вдруг резко все подожгли. Зараза. Да, связного мы потеряли. Недолго были. А село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит. Никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Бедняга пережил многое. Так. А нам бы залутать собачек, получается. Полутать эту деревню. На наличие всяких интересных моментов. Закрыто опять. Так как так-то? Хаты не разграблены. Здесь не разбойники побывали. Так логично. Нам же объяснили, что это была дикая охота. Умозаключения Геральта поражают. Хата выглядит так, как будто мгновение назад здесь кто-то был. Чтобы Мы не получили случилось, вареник. с жителями это произошло Класс. очень быстро. Так. Княжская вода. Это что ж. И откуда она добывается? А, дверь тут, получается, очистить ардом можно, да. Нет? А чем же тогда?
Все замерзло. Здесь точно были не разбойники. Да. Тут были не разбойники, а какая-нибудь мистическая фигня. Ну вот мы и подошли к нашему дорогому домику этого контрразведчика. Вокруг следов лед. Правда, что ли? Не везде тебе вход есть. Это огорчает. Очень сильно огорчает. Здесь тоже все закрыто, да. А вот здесь вроде открыто. Тот, кто знает. Говорят, сперва их было 4. Мать, та, что знает, хозяйка лесов, пришла из дальних земель, и поскольку тяжко страдала от одиночества, сделала 3 дочерей из грязи и воды. Некогда мать была единственной властительницей Велена. Ее дочери доносили до нее просьбы людей и служили ее голосом. Ей голосом, точнее. Каждую весну в ее ночь хозяйки лесов приносили жертвы зерном, скотом и людьми, но шли годы. И мать все глубже погружалась в безумие, которое в конце концов перекинулось и на ее землю. Люди стали бросать свое имущество и уходить на болото, где становились добычей диких зверей, и вскоре Велен утонул в крови. Дочери видели, что край умирает, и взяли на себя роль его спасительниц. Весной, в ночь жертвоприношений, они убили мать и похоронили ее в трясине. Кровь же ее, растекшаяся по всей земле, впитали корни дуба, что стоит на вершине Арт-Кербин. И с тех пор это дерево приносит людям свои полезные и благотворные плоды. Но бессмертная душа матери отказалась покинуть сей любимый край, и сестры задочили ее. До сего дня она томилась под шепчущим холмом и мечется там в бессильной ярости. Интересно. А может и правда, кстати. И мы с ней когда-нибудь встретимся. О, хлебушка. Рассказ о... Да, интересный рассказ. Даже представить сложновато. И что из себя представляет данная женщина? Что-то наподобие спасительницы с колдунскими способностями или богини маленьких, или что-то подобное. Блюдо. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Они что-то пропустили. Начнем снизу вверх. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. И все? И все, что надо, проверили, что ли? Но чисто в башмаке это логически было бы верным решением. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Скрытый ход. Надо бы тут прибраться. Интересно. Замок закрыт. Но мы же ключик подобрали. Открыт. У него тут винный погреб целый. Фиал. Разыскивается дочь барона. Интересно. $110 крон. Вообще неплохо. Светоосвещение тут очень прикольное такое. Ламповое, можно сказать.
Почетная книга, плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемая, пьяный кабан, ссора с ведьмой, надо быть осторожней. Ну давайте по порядку. Разыскиваемые. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился, серые волосы, шрам на лице. Это про нас. Контактов с людьми избегает. Это про нас. Пьяный кабан. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроннице. Барон во Вронницах, но сейчас его там нет. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. А что за объект? Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Село Подлесье. Угу. Так и запишем. Надо быть осторожней. За мной наблюдают, не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Ну вот и все. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза. Неприятненько, да. Опять все скатилось в одно место. Учетная книга. Плата за мешок зерна. Угу. И вот то, что мы прочитали. Что, на 4-й уровень взяли, что ли? Нет, 3-й до сих пор. Это просто задание выполненное, так обозначается. Понятно. А по заданиям у нас осталось Кровавый барон. Охота на ведьму. По следам Цири было у нас. Костры Новиграда. Заглянуть домой к Трис. Угу. Да, у нас появилось 2 задания дополнительных. Давайте тогда выполним Кровавый барон, раз оно достаточно интересное по своей сути. Угу. Наша плотва умеет телепортироваться. Это все особенности. Точнее, все лошади ведьмаков имеют такую особенность. С бароном там целая цепочка квестов. Ну и отлично. Ну их же там... Так, что, бандитов? Квестов много, и они все интересны. Это хорошо, это хорошо. Так, нам нужен стальной меч. Покончим с этим. Но я по факту знаю одну из концовок данной серии цепочек. Это где барона повесят. Вот остального не знаю. Является ли это каноничной или одной из 2 концовок, или из 3, это уже другой разговор. Но ты поворачиваться-то будешь, нет? С нами боги? Не уверен, что добрые боги бандитов покровительствуют.
Что, драться расхотелось? Эй! Как так-то? Как так-то? Вот лучник последнюю ХП забрал. Самое главное, что его надо выиграть в картах. Ну, соответственно, да, если он потом пропадет, как из персонажей, с которыми можно взаимодействовать. Это плохая концовка, но чтобы к ней прийти, надо в одном из квестов принять решение, которое приведет к этому. Очень туманно, очень. А лучники всегда вовремя. Знаю, сам таким был, только в легендах. Сусима легенда, да. А лучники всегда подоспеют в нужную секунду, чтобы помочь своим союзникам. Так, сейчас я водички немного налью, дорогие друзья. А то горло пересохло. Ох уж эти лучники, да. Начнем мы, получается, опять с этой деревни. Да, с этой деревни начнем. Ну, хорошо. Нам по факту собирать тут уже больше нечего. И мы идем на встречу с бароном. А пока шли, мы пытались победить одну небольшую банду на этих бандитов. Так, плотва. Дорогая, погнали. У нас тут миссия невыполнима. Победить бандитов, где есть лучник. Погода такая еще дождливая, вызывающая. Очень хорошие чувства. Те, кто, конечно, любит дождь, поймут. А мы сохранимся пока. А, нельзя. Ну, отъедем, значит. А сейчас? Нельзя, да? Сохранимся. А то бегать от точки к точке не очень приятно. И придем к этим молодым людям и нададим им лещей. Перед этим повесим на себя Квен. Магическая ловушка. Угу. И возьмем Игни. Иди сюда. Вот сразу этот лучник все пофиксил. Так я же в блоке был, я вот не понимаю, как работает эта система. А, у нас нету навыка. Да, опять забываю, что для всего нужны навыки. А перепрыгивать ты не будешь, нет? Ну, значит, надо... Эй, не застреваем. Надо из этой ловушки выходить. Ёп-пыш. Я иногда отвыкаю, что у них тут серии по 2 атаки бывают. Да. Проход сзади. Да, мужик был в теме. Атаковал с нужного ракурса. Но мы тут недалеко, благо.
Сейчас тогда зачистим их. И это будет, как я понимаю, одна из точек интереса. Или как минимум задания. Два парирования подряд, так и до достижения за 10 парирований подряд недалеко. Двигаемся, двигаемся потихонечку. Улучшаем свои навыки, это главное. Опа. Вот и все. А нам получается вот в ту сторону, да? Тут, я как понимаю, противники все высокого уровня. Ну, большая их часть, и они сильнее нас. С нами боги! Бей! Да? Сука! Так, я только знак хотел активировать. Я уклонился, я не понимаю, у него что там на какой точке у него там глаз? Да, колдую. Ох, тяжело, тяжело. Ну ладно, наученные горем Dark Souls. Не особо больно, не особо страшно, бывало и больше смертей. 10 подряд, вот это не очень приятно. На 20-й ты понимаешь всю суть бытия. На 30-й просто ты уже свыкся с мыслью, что так надо. А после 30-й ты идешь отдыхать. Притом, если ты вот, например, сражаешься, там уже виден конец этой битвы. То есть у врага или врагов остается немножко здоровья, их количество уменьшается, и ты помираешь в самом конце, прямо на финишной прямой. Это прямо грустно. Это вызывает не очень приятные такие щемящие чувства в душе, да. Исповедь о том, как будет проходить Секира? Отчасти. Отчасти. Нам в обратную. Я не уйду, пока мы не победим этих бандитов. Я хочу порешать того лучника. Такой герой, да? Убить! Обобрать! Остальное закопать! Что к тебе? Он колдует! У нас же есть бомбы, я помню. Точно. А как их использовать? Как использовать? А, вот так. Ну, урона они наносят примерно достаточно. Но опять же, во всем виноват лучник. Так, етить тебя налево, ты вообще промазываешь или нет? Жалкое зрелище. Убью. Тут какой-то аимбот этих лучников слишком высокий. Черт!
Так, тихо, я в анимации, вы меня бить не можете. Расстреляй лучника из арбалета. Да, да. Немножечко пострадаем. Расстреляй лучника. Урон в голову, как я понимаю, с арбалета наносит повышенный урон. Верно же? Ласточкой закинься. Ласточкой, ласточкой. А ласточка это у нас... Что именно там за действие зелья? Надо сейчас будет посмотреть. Хил. А, это хилочка. Это хилочка, которую прерывает удары врагов. То есть там на секунду-две где-то она прерывается. Угу. Так и запишем. Вот почему бандиты такие нечестные. Вот нападали бы 1 на 1 без лучника. Я бы еще бы понимал. А тут 5 человек и лучник со спины. И хрен их убьешь. Обычно лучники, они что? Дохлые овощи. Вот ты подошел к нему, и все. Лучник рассыпался. И здесь лучник, он мне может с дубинки за 3 удара убить. Да. Видимо... Чего? Так я стою за 3 километра от тебя. Как ты меня Это просто безбожно. Он меня видит за 3 километра. И вот сколько я ему урон наношу? Ага. Не стоим на месте, точно. Вот и сколько я ему урона нанес? Ну вот иногда он косит, но как будто бы стреляет на предубеждение. И только тогда косит. Да-да, стойте там, пока я расстреливаю вашего брата. Ну давай отойдем тогда с тобой. Да. Что, драться расхотелось? Ага. Раз, два. Раз, два. От лучника к венам закидываемся всегда. Все. Игни мы используем только, когда нам надо убить очень большую группу противников. А сейчас сидим всегда с Квеном. Выпьем ласточку, закинем с бухлишком. Да хватит! Я снес ему только... Сколько? 5 ударов где-то попал по нему. Но надо с ним на близком расстоянии находиться, чтобы он не стрелял. Нельзя быть в окружении противников. Первое правило Сунь-Цзы. Иди сюда. Да харе, вы в спину-то набиваете. Опять за лучником. А лучник опять забывает, что он не должен стрелять. Харе, настреливать. Все, лучник минус. Так и запишем. Ну, я примерно понял их мувсеты атак, когда их стоит блокировать.
Сказал я и получил по роже, да. Что, драться расхотелось? Так хватит в спину нафигачивать. Какие они, блин, бессовестные вообще. Да, я так и думал. Хватит, дайте мне. Все, я лечусь. Стою в блоке. Нет, отойди от меня. Храбрый ведьмак отступает. Это тактическое отступление. Вы бы ничего не подумайте. Ведьмаки не боятся противника. Они боятся ничего. Вот. Даже той самой страшной легенды о дикой охоте. Но здоровье надо восполнить. Да. А то как мы найдем Цири? Со своей смертью у нас ничего не получится. А вот интересный момент. Мы же в медитации не восстанавливаем здоровье, но по факту на нас же действует баф на восстановление здоровья. И если мы сядем в медитацию, у нас здоровье от этого хила, оно как бы восстановится или останется прежним. Вот это интересно. В принципе, можно попробовать даже. Я не думаю, что противники резнутся. Просто баф потеряем. Ну ладно, там вообще не сфиг, просто одну водичку. Да, просто баф слетел. Понятно. А этот все там стоит. Давайте тогда Квен поставим. И он отхилился. Ну, логично. В принципе, я так и думал. Так нет уже братвы твоей. Как вы, блядь, не научитесь? По факту. Вот с монстрами потяжелее их будет, как бы, на парирование брать. Там не очень понятно, когда они замахиваются или что-нибудь такое делают. Брезки, хлопок, чертеж. Акетон со спикерога. Странная фигня. Рубеда. Из алхимии знаю, это какой-то камень наподобие философского. Жареная куриная ножка и топорик. Неплохо. Так. Бутылочки воды тут у них есть. Еще бутылка воды. И за что мы сражались? За 4 бутылки воды? Ну и за курицу жареную тоже. Вот это я понимаю, улов. Спиртяга. Так, и поехали сейчас, главное, значит, на задание. Давай, плотва. Но. Подчапали, только сохраниться надо. Вот что, а эта игра меня научила. Побил противников. Держи. Сделал все возможное в бою. Сохранись. Пошла. Деточка, жалься. Помоги старушке. Ну, давайте поинтересуемся. Женщине. Что случилось? Ночью безбожники часовенку верны милосердны. Безбожники. Чтобы пусто было. Верный, милосердный. Иначе верно обидится. А, это про сказ о матери и 3 дочерях был. Что-то подобное, наверное. Что дочери убили мать безумную, и воцарился мир на землях этих. Звучит серьезно. Я тебе помогу. Но вообще довольно-таки страшная статуя. Не вызывающая у меня доверия. Готово. Добрые боги мне тебя послали.
Есть теперь кому у нас часовенки чинить. У меня уже есть ремесло. Я ведьмак, а не реставратор древней деревянной архитектуры. Ну, все можно Ведьмачье совмещать, дело со что ты. злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Если Задание что, на дополнительный сбор А тут везде близко. коллекции Вот этих и статуй тебя получается. Верно ты выглядишь. Ну ладно. Но. А вот интересный момент, тут монстры какие-нибудь плюющиеся присутствуют? Пошла. Или тут все ближники они? Опять же, там у нас в бестиарии надо будет посмотреть, чем полнится описание различных монстров. Всё. Может, что интересное вычитаем. Погоди, плотва. Бледный ты, как говно овсяное. Чё они такие грубые, блин? Ну, понятно, что крестьяне. Но можно же с ведьмаком и попроще как-то общаться. Точнее, не проще, а вежливее. Здравствуйте всем. Самогону желаете? Постного сыру. Товара у меня немного, но все отличное. Давай сыграем в гвинт. Давайте сначала товары посмотрим. Покажи мне свои товары. Товары поглядим. Поглядим-с. Так, у меня тут уже скоро надо будет ноутбук на зарядку ставить. Еще часик проработает. Ага. Ему надо продать всякое барахло. Вот, например, эти одежонки. В принципе, не нужны. Нефригардские штаны. О, у нас есть довольно-таки неплохие по броне доспехи. Налокотники даже есть. Но только опять же от 11 уровня все. Урон 35-45. 49-61. Угу. Сейчас сохранимся и, как вы любите, сыграем в гвинт. Только опять же надо вещи посмотреть. Из оружия что мы можем взять? Только топор. Но топором блокировать нельзя. Это плохо. А, броня точно такая же, да? А это чуть получше будет. Но и чинить надо. Понятно. Самогон. Мы это уже слышали. Сыграем в гвинт? Давайте 10 поставим. Предлагаю перекинуться в карты. В гвинт. Тут все торговцы и значимые персоны любят играть в гвинт, как я понимаю. Так, что эта карта делает, я уже забыл. Удваивает силу всех отрядов в своем ряду. Может только одна такая карта в колоде быть. Ага.
Можно, получается, вот этих двух... А, надо, чтобы было от 22, да? Нет, тогда оставляем. Ну, Гвинт хотя бы игра интересная, а не долбаные кости с чистым рандомом. По факту, ну, тут тоже, правда, роляет то, какие карты тебе выпадут и как ты их разыграешь. Давайте начнем. Лидера я не меняю, в принципе, он самый такой привычный нам. Разведчик выпал. Это хорошо. Получается, у нас, соответственно, большая часть рукопашка будет. Да. Немножко на вторую позицию. И на последнюю. Давайте, значит, вот этого поменяем. Вообще топово выпало. Вообще топово. У тебя последний лидер должен быть крутой. Угу. Ну, посмотрим. Вот в следующий раз, когда будем играть, или вот после этого, посмотрим в колодах, насколько там лидеры топовые. Давайте еще этого поменяем. А что нам дали? Там на шестерку кого-то поменяли. Арбалет. Точнее, или баллисту дали. Угу. Угу. Так, а у него Королевство Севера, то есть у него такая же колода, в принципе, ну, или точнее, более раскрытая колода есть, с большим количеством карт. А мы можем отыграть как? У нас есть рукопашники, но это нам не подходит, это явно. Сейчас у нас билд не на это. Тут в картах 4 разных колод карт Север, Нильфгард, монстры и вроде эльфы зеленые. У каждой фракции есть своя особенность. Ага. Особенность. Какая особенность у Королевства Севера? Вот этого я не знаю. К примеру, Нильфгард выигрывает, если у вас ничья. То есть, если мы выводим в ничью, то победа за нами. Ага. Типа, мы равны, но я все равно сильнее и все подобное. Давайте поставим баллисту. Ну или нет. Или играть от ближнего боя. Но мы тогда можем вхерить вторую партию. У монстров колода интересна. Если встретишь сильного соперника, он тебе покажет всю их особенность. Обязательно. Обязательно. Ну ладно, давайте играть через это. По факту этого противника он точно так же походил. Мы можем еще использовать лучницу, да. И можно поставить тогда обнуление, точнее, да, снижение всех эффектов карт рукопашных до 1. И что мы сделаем? А непонятно немного. Ой, не ту карту. И если все будет плохо, можно будет использовать тогда рог. И у нас получится, что мы выиграем, да. Давайте, погнали. Если он ставит кого-то в ближний бой, то у него все фигня будет. А нет, все. Поставил так, ага.
Вот для точной победы мы поставим рог сюда. Ага. Да, вот так сделаем. И все, и пасуем. Пасуем и ждем, что он сделает. Ну, в принципе, у него даже колода не особо сильная. Тут можно было бы и без... Нет, без удвоения мы бы тут не прошли, нет. А он все решил использовать в первом же раунде. Еще интересный момент, тут ИИ ботов, которые играют в Гвинт. Он же, соответственно, разный. Из-за умения Королевства Север. Север что? Начинает первым? Или что там было? Фиг знает. Ладно. Дам ему, так сказать, помощь в качестве разведчика с 5 единицами. Ну и все, это победа, да. Получили 20 крон. Довольно-таки неплохой улов получается. Сыграть с ним еще раз можно. В принципе, как я понял, можно майнить. Здравствуй, Яша. Здравствуй. Серию Ведьмак я слышал о ней, так сказать. Окольными путями я о ней знаю. А вот именно чтение книг и прохождение прошлых частей, вот этого мне не доводилось делать. Вот, к сожалению, пока я не приступал к чтению, хотя книги люблю. Но в обязательном порядке как-нибудь почитаю. Присоединяйся к нам, у нас тут весело. Так сказать, смотрим на страдания бедного стримера, как мы проходим на максимальной сложности в первый раз. И как лучники ваншотами выносят все, что можно из бедного Геральда, опять же. Вот бутылочки, скляночки тут. А лутаться будет сегодня? Нет что-нибудь? Мы сейчас должны подойти к барону, как я понимаю, да? Но сначала надо полутаться. Как надо подкачаться, так надо и полутаться. У них в каждом доме, блин, по целой куче алкоголя. Это опять же книга по истории. Тут рассказывают о том, как двое человек, самые богатые, не люди, а страны, Кавир и Повис, существовали, и как они боролись и становились великими. Да, у них тут алкоголя реально много. А тут закрыто. Закрыто, да.
А дочка-то? Да, харчи приносили. Так что же с Тимерией? Это мы читали. Да. Опять же, об истории страны Тимерия тут рассказывают. Продадимся этому мужику тогда и пойдем к барону. Все. Сейчас мы полутались. Можно и заданица выполнить. Шкуры довольно-таки неплохо стоят. Все причем. Чистое серебро. Я думаю, оно нам необходимо. Но оно уже стоит в 3 раза дороже. Карты. У него есть карты. Сейчас посмотрим, что за карты. Серебряная кружка. Ее разобрать можно, соответственно. Фиал. Не знаю, что это вообще такое. Лошадиная шкура. А все, у него деньги кончились. Религия и жизнь. Давайте купим. Огненный скорпион. Это нивгардская фракция. Ряд осадные с единицей силы 5. Давайте. Импера. Это уже у нас есть. А, то есть если она есть, то по факту мы ее можем не покупать, да? Албрых. Дальнобойный отряд. Дальнобойный. Да. Но если, конечно, у них нет особых бонусов, то смысл второй раз покупать их без... Ну, вообще не имеет. Гниющее мясо. Зачем мы вообще собираем его? Если она у тебя есть, покупаешь и сможешь колоду 2 взять. Так, имеет. Надо собрать все карты. Тут, как я понимаю, одной карты, точнее, например, там какого-нибудь у нас бородатого мужика карт, есть определенное количество. Вот мы купим там штук 10. И они будут продаваться все равно? Или они как бы перестанут попадаться нам на глаза? Типа такого, я думаю, как работает. Вообще. Карты в магазинах не восстанавливаются. А, ну понятно, то есть только определенное количество, да? Продается. И все. Ну давайте купим тогда эту. У нас, в принципе, по продаже тут неплохо вышло. Будь здоров. Очень понимать это. Занимательно там побеседовал крестьянин, помычал. Карты — это и доп. Механика и коллекционные предметы. У нас задания даже есть, да, на них. На сбор всех карт Гвинта. Всех карт. Последнее желание. Людям для жизни необходимо 3 вещи. Еда, питье и сплетни. Поэтому нет ничего удивительного, что где бы я ни был, в скованном льду
Повисе или в Зеленом Тусенте все расспрашивают меня о чувстве, что объединяет ведьмака Геральта и чародейку из Венгерберга. Как человек по натуре своей сдержанный и тактичный, я отказываюсь разглашать их секреты, за одним лишь важным исключением. Ведь история знакомства этой пары так романтично и трогательно, что было бы воистину преступлением утаить ее от мира, если бы не то, что я сам был свидетелем этих событий. Мне было бы тяжело поверить, что в нашем мрачном и жестоком мире еще могут случаться столь чудесные события. Все началось с того, что Геральт и я были голодны, а кошельки наши, как и наши мешки, уже изрядно опустили. Тогда мы решили поймать что-нибудь на ужин в ближайшем озере. Никакой рыбы выловить нам не удалось, но лов все равно был удачный, ибо мой крючок зацепился за исключительно изящный серебряный горшочек. Не вняв предостережения своего друга, я открыл его и тем самым освободил могущественного джина. Не раздумывая долго, принялся и разгадывать желание. Однако, прежде чем дошел до третьего, джин разъяренный, видно моими притязаниями, начал меня душить. Геральту удалось его отогнать, однако состояние мое было критическое. Был я, как сказал мне потом ведьмак, словно под действием какого-то проклятия. Здесь необходима была помощь какого-нибудь знатока магических арканов. По счастью, так сложилось, что в ближайшем городе как раз пребывала Йеннифер из Венгерберга. Геральт направился к ней, дабы просить об исцелении своего лучшего друга, конечно же, и самой яркой звезды на небосводе поэзии Севера. Боже, как заливает-то, заливает-то как. Уже, по-моему, соседи начала топить. Йеннифер же была заинтересована самим джином, которого хотела взять к себе в магическую неволю, нежели его жертвой. И что тут долго говорить, она игралась с ведьмаком, как с ребенком. Он же, вместо того, чтобы возмутиться, втрескался в нее по уши. Позднее же не буду описывать подробностей. Достаточно сказать, что Джин был не в восторге от планов Йеннифер, а та была не в состоянии с ним совладать. Если бы не Геральт, который поспешил чародейке на подмогу, жалкий конец ожидал бы ее, а вместе с ней и целый город. В виде исключения в этот раз ведьмаку не пришлось браться за меч. Дабы изгнать духа, он должен был просто сказать еще одно, третье желание. Он мог пожелать чего угодно – богатства, славы, власти, но вместо того попросил, чтобы джин переплел его судьбу с судьбой дерзкой, но притягательной чародейки из Венгерберга. Юлиан Алфред Панкратц, виконт из Лэнгхолф, рожденный в год 1232, кавалер многих наград, драматург и трубадур. Выступал с концертами при дворах Надомира, Визимира, Ванцлава и прочих владык. Выпускник Оксенфуртской академии. Ух, ё-моё, как витиевато тут иногда излагаются. И названия тоже бывают довольно-таки сложно выговариваемыми. Да. Что это у тебя с рожей? Что ж все к моей роже-то привязываются? Изумруд хранится у крестьян. Ё-моё, они богатые. Стой! Кто идет? Вот и катсценочка. Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак. Хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро.
Я же его знаю. Ты ж давеча в корчме на распутье проставлялся. И собирался идти своей дорогой. Вот видите, дорогие друзья, добро, оно возвращается. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Важное. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Да-да. Открыть ворота! Сержант! Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо. Понял? Понял. Какие тут все дерзкие. И в Темерском войске сержантом был. Не твое это дело. Дезертир? Нет больше Темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Темерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? Ну да, командует. Тут кузнец Краснолюд, лучший бронник в игре. Надо к нему обязательно будет зайти, но цены, скорее всего, будут кусаться. И может оборудование будет не для нашего нынешнего уровня. Вот в Изиме были балы. Да. Танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас! Как мы там кружились! А барон, я смотрю, красавчик, удалой, покорительниц Поставки должны быть раз в неделю. Мне все женских равно, как ты сердец. это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Он скорее нужен, чтобы броню ковать уровня мастера. А, понятно, понятно. То Даже есть на он чай не по факту останется. не продает легендарное оружие. А Мгм. еще, говорят, культурная нация. Броня мастера, это же редкий уровень, как я понимаю, да? Легендарное оружие. Сейчас, секунду, ребята, надо подключить тут ноутбук. Тут пока разговоры идут. Я знаю, кто. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Ну а почему бы не выпить? Вот сет начнешь собирать и узнаешь. Ну, конечно. Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтеста уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. За чье здоровье теперь пьет верный темерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Много пьем, правда. В трактире пили. Тут пьем. Ну, где оно? Да. Я Я, Филипп так сказать, Стэнли. одинокий Мужичье меня зовет кровавым охотник-алкоголик. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Ага. Как тебе велен?
Велен, да, в принципе, неплохо. Велен. Это маленькая деревушка какая. Ну, деревня, как деревня, что-то. Гопники, как гопники. Прекрасное место. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен. А, Велен это весь регион. Ага. Понятно. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Также, дорогие друзья, не забываем про лайки. Так сказать, это явный признак того, что контент вам нравится. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Чудище это плохо. Промокла вся бедняга. И неужели это тот момент, когда мы начинаем играть за Цири? Ё-моё! Мы играем за Цириллу. Мы не можем использовать рюкзак и знаки. Пам-пам-пам. А что мы можем? Этого еще не хватало. У нас есть каких-то 3 кружочка. Так, новые механики. Надо уходить. А предметы она собирать может, а вот рюкзак открыть нет. В принципе, логично. И, кстати, я не могу использовать взгляд. То есть ведьмачьего взгляда у нас нету сейчас. Ей надо помочь. Ё-моё, это что, она перемещается? И что это значит? Она типа может тэпаться вот так, да? Ну, кстати, прикольно. Прикольно, контент разнообразил. И здоровья у нее как-то вообще много. Ее волки вообще не берут. И здоровье восстанавливается со скоростью пули. Но она мутации не проходила. Зелья для нее опасны, а кошачьих глаз нету. А телепорт что-то типа магии. Понятно. Значит, она типа не дамаг. Это не до ведьмак такой, да? Ты потерялась? Так, немножко. Ага. Ты тоже? Я не теряюсь. Надо вести себя уверенно. Ну да, конечно. А что ты делаешь одна посреди леса? На волков охочусь. Что с тобой случилось? А? Ты про это? Откуда ты тут взялась? Стять. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться, и сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек, я побежала за ним, ну и потерялась. Почему папа отправил тебя по сладкой тропинке? Довольно-таки приятный голос у Цири. Утром еды не было. Озвучка хорошая. Я немножечко плохо себя вела.
разбила крынку с молоком. Родители, наверное, разозлились. Мама наказать меня хотела, а тятя сказал, что и так слишком много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. Бедная девочка. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню, Кстати, правильное твоим родителям, умозаключение. что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Что за волчий король? У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да. То есть нет. То есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во! И зубы большущие. И весь он был ужасно страшенный. Какой ужас. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Дополнительное задание нам дали. Получается, мы сейчас находимся... Да. До этого мы были здесь. Вот, то есть вот тут проходил диалог наш с бароном. А мы переместились в леса по правую сторону. Ну, пойдемте за девочкой. А может, она ведьма? Волки! Быстро! Спрячься! А вся прокачка, которую мы делали на Геральде, она же, получается, не сохраняется на цели, да? И она, получается, как бы обособленный персонаж, который со своими навыками и силой нам дают. Вот я еще не понимаю, что за полосочка синяя слева вверху. Что она обозначает. Как бы магии у нас нету как таковой пока. Верно, да? Угу. Можно выходить. Ну ты храбрая. Даже мой дядька так не умеет. Интересный А мой? сюжетный ход. Мой умеет гораздо больше. Пойдем. Глянь-ка, что там лежит. Огромные. А, я думал, это кости, это лодка Подожди разбитая пополам. Не подходи. Но... Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Да, видно, тут были кто-то пострашнее волков и побольше. На что обратить внимание? На живот. Можно понять. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны? Какая добрая. Нога давайте посмотрим, что с ногой. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Соответственно. Фу, жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. А можно, пожалуйста, Интересно. это не при девочке озвучивать, не? А остальное? Ну давайте на глаза посмотрим еще. Белки красные, все еще влажные.
Умер недавно. А что с головой? Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык покушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Ну и заключительный. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Ну что-то сильное и тяжелое, понятно. Явно побольше Похоже, волка. малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. И с каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра. Но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Да-да, именно Особое. такое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька, дяденька. Дядюшка Весемир. Немножечко вспомнили былое. Брюхо все разодрано. Когти очень мощные, волки бы так не смогли. Логично. У нас, в принципе, все ингредиенты уже должны быть. Да. Волки, слышишь? Прячься! Быстро! Ну тут бои довольно-таки не напряжные вообще. Как бы тут все довольно-таки просто. Здоровья много, хп много. Уклоняемся довольно-таки реактивно. Точнее, телепортируемся. Противники также с довольно-таки хорошей скоростью умирают. Как ты? Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. Побежали? И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Да, грустно, грустно. Туда, через пещеру. Какую Веди. пещеру? Через эту пещеру. Так мы масло сделать-то можем или нет? Нет, у нас только карта присутствует. Там Понятно. немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Ну и я нет. Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Реально страшилище. Эй-ей, спокойнее. Мы сегодня концентрироваться на тебе будем? А, у нее же глаз нету. И концентрации, соответственно, тоже. Тут еще и так темновато.
Прикольная штука этот телепорт, и можно просто спамить. У него, считай, никакого КД и отката нету. Ну ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай. Мы нашли в лесу мертвого. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярон. Мы возвращались из-под леса, и это чудище на нас напало. Я-то сбег, а Ярон... Эй, тише. Тут же малявка. Мы хотим добраться до дома. И что-нибудь от заражения. Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Это видно про барона тут речь идет. Даже награду какую даст. За убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. Ну вот и все. Нам рассказали всю историю. Историю, что произошло с Цири. Или еще будет заставочка, как они разговаривали с бароном. А, да, будет. Уплетают так за обе щеки вкусно. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я Боже. узнаю. Та, что постарше, может и не ваша, но шибко похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упёрдывай отсюда, пока я пса не спустил. Какие тут наглые особы имеются. Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Гретка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Да, барон мужичище, конечно, топ. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Но это уж совсем другая история. Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате, но... Так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. Я, в принципе, не вижу никаких проблем согласиться с этим мужиком. Он, в принципе, Цири помог, так сказать, уже достойно. Как и ее наставник. А какие гарантии, что я могу тебе доверять? Ну, конечно, повыкабиниваемся еще немножечко. Так, для профилактики. Давайте. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Ну, подноготного мужика тоже имеется. То есть бестиарии мы можем сейчас почитать, да? Или надо книжечку какую-то особенную найти? Никто не трогает. Чё пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуние.
как сквозь землю Не, провалились. по квестам узнаешь. А, понятно, понятно. Ну, пропали. То есть, Я утром идя просыпаюсь, по а их сюжету. нет. Мгм. Давайте спросим вообще, как они выглядят, в принципе, а то Прежде начинать чем я начну поиски, без мне надо портрета, знать, то как они сложно. Ну, мы, выглядят. конечно, видели дочь или жену. Тамаре, доченьке моей, по весне Да. 19 исполнилось. Тоненькая. Ростом мне вот так вот, до плеча. И глаза у нее зеленые, как у матери. А жена моя, Анна, она 5-й десяток уже разменяла, но никогда в этом не признается. Волосы у нее густые, как смола, темные. Она их завязывает в узел на затылке. Давайте спросим, где он Я их искал. людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся. Последний мешок зерна у мужика, вот они из-под земли достанут. А человека в жизни не найдут. А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса. Полно укромных мест. Если хочешь кого-то спрятать, лучше края не найти. Так. Давайте спросим про врагов. Возможно, их похитили. У тебя есть враги? Какие там враги? Мужичье всякой там недоедки. На мою семью ни один не осмелится руки поднять. А те, что могли бы осмелиться, давно уже червей кормят. Как серьезно он тут устроился. Перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного? Может, они вели себя странно? Да все было как обычно. Мужики раз пришли с жалобой, что чудище загрызло бабу у колодца. А раньше там еще какую-то девоньку. Но в Велине это обычное дело. А мои женщины... Анна, как всегда, тихая, как мышка. Тамара занята своими делами. Ничего необычного. Заняты своими и пауза делами. Интересно, что за дела такие Должно быть, двум женщинам у барских тяжело господ жить в таком имеются. месте. Что это значит в таком? У них тут было все, что душа пожелает. Перепелки на обед? Пожалуйста. Голубые ленты из Тусента? Сколько пожелаете? Я имею в виду общество твоих людей. Они твоим женщинам не докучали? Не, они те еще разбойники, но свое место-то знают. Они понимают, что если хоть кто-нибудь глянет на Анну или на доченьку мою, я с него шкуру спущу. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы? Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно дверь открывать. Ну вот мы узнали историю Цири, получается, и взяли задание на поиск пропавших. А по опыта до сих пор не хватает, да. До сих пор искать надо. Новая статья о персонаже, Кровавый Барон. О его жене и, получается, о дочери, да, у нас появляется. Комната Цири. Тоже надо будет обследовать. Требования нефльгарцев. Филипп Стрэнгер, твои проблемы со снабжением нас не интересуют. Мы заключили договор на вполне определенных условиях. И от меня, имени Нифльгардской империи, требуем их выполнения. В противном случае наши взаимные обязательства будут признаны недействительными, а твои привилегии аннулированы. С уважением, Хавард Вар Моэхоэн, полевой маршал, командующий группы армии «Центр». Может, из-за того, что он начал отлынивать, или скорее не доставлять груз, его дочерей с женой похитили? Это интересно. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьи рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной.
Какой ужас. Фантазия у детей, конечно, огромная. Если ей кто зло Ржавый ключ. Сосуд для благовоний. И старый ключ. Это, скорее всего, комната Цири была, да? Вот сука опять заедает. Это наша спальня. Анис, Комната Тамары там. сандал. Или это... Что-то А, Только не комната устраивай вода. одного из Когда семей. они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Да. Какой-то красный след появился. Я почувствовал вибрацию, то есть тут что-то есть. Что-то значимое. Да, есть. Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. А это плохо. Ну и бадун. Парни тут, конечно, вообще за словом в карман не полезут. Сейчас тут есть два предмета, которые обличают данную историю. Давайте немножечко долутаемся, так сказать. Пополним, да, наш банк ведьмаческий. 3 предмета. Угу. 3 предмета цветы. улики. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Деревянный подсвечник, ножка сломана. Также, если рассматривать пятна на полу, вот можно разглядеть, что либо что-то пролили, либо это кровь. Вот что-то есть. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Какая картина? А, вот это. Ну, выглядит как иллюстрация чего-то. Барон и его жена. Угу. Автопортрет. Счастливыми. Но в темноте там не особо видно было. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны. Труп. Вот, гарантирую, там труп. Нет. Интересно. Похоже, это деревяшка, ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. И зачем это так необходимо Похоже, было? Дело дошло до драки. Поищу еще следы. С такой силой ударить, что вот этой деревянной подсвечницей сломать доски, потом следующим слоем сломать еще и шкаф. Это же умудриться надо. Да, тут Сломанный кровь есть. подсвечник, пятна от вина. А, Кто-то вина. разбил бутылку. Все-таки вино. Эрвилюс из Тусанта. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Прикольно, мы по винному запаху ходим. Черт, след обрывается. Можно поискать здесь что-нибудь еще. Так, вон там доску. Под доской что-то есть. Талисман. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного.
Получается, мы разгадку не нашли, но нашли ключевые предметы, которые помогут. А вон там снизу что-то есть. Или мне кажется. Куда-то нас ведет этот запах. Выпускай, урода. Я думаю, урод спит. Тогда... Вот эти бочки залутать не получается. Странно. Ну ладно. Я как понял, нас, да, к барону ведет. Поговорить с бароном о найденных следах. А если мы не поговорим, а сами пойдем искать дальше? Запах привел в тупик. А, он дальше идет, вот сюда, да? Чисто мужик на посту спит. Залутались мы-то тут знатно вообще. Все, что можно было, нашли. И кожу, и всякие алхимические приборы. Замок открыт. Это вот ключом ржавым, которым нашли чуть ранее, мы вскрыли замок. Точнее, открыли. А что тут? Это... Ё-моё, это культистский закуток какой-то. Изображение щупалец или чего-то адского или демонического. Жаровня. Хлеб. Ну, типа в жертвоприношение. Домик для кого-то. Или для чего-то наоборот. Как посмотреть? Молитва. Давайте посмотрим. О вечный огонь, озаряющий души и дающий свет, согрей нас теплом Твоим, осуши слезы наши, испепели врагов наших, окружи друзей наших заботою Твоей, пошли здоровье матери моей, накажи отца моего, помоги мне исполнить то, что предназначено. А что предназначено и зачем отца наказывать? Вот это вопрос. Да. Это может, если отца своего, моего, то это, скорее всего, делала дочь. То есть дочь сделала жертвоприношение или что-то подобное, обряд какой-то. Угу. Сука. Ну, барон, что-то ты мутишь темное. Честное слово. А, ты ниже, да, еще? Или, наоборот, выше. Угу. Мы же с ним остались на 3-м этаже. Ну как, уже осмотрелся? Кто-то разлил вино наверху. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь. Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое-то имеет значение-то? Тут вином везде несет. Подозрительно очень. В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? О чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не знаю я ничего об этом. В ту ночь я пьян был и ничего не помню. Я проснулся, когда их уже не было. А может, вы же здесь не одни живете? С ним борьба и была произведена? Слышали? Я всех по 3 раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает.
Я нашел куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет 5. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту, Трис Меригольд, и сказала, что хочет куклу. Пам-парам-пам. У меня Опять денег-то не наша было на такие знакомая. вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. Так это должна была быть Трис? Без обид, но кукольник из тебя говёный. Я поглядел бы, какую б ты куклу сделал из кусочка дерева и пары тряпиц. Узнаешь этот медальон? Да, Анета носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожьи? Ворожей есть. Старый чудило. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка и ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим ворожеем. Только имея в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца секирой. Вот и после этого двинулся. Какой Вроде ужас. как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Последнее можно было не Я упоминать. хочу просто спросить о медальоне. Чатик, вот интересный сюжет, потому что вот мы с колдуном общаться будем, вот скажите честно. Сундук снизу должен быть. Да, снизу сундук. Нет, не поэтому. Водки у тебя часом нету? А вообще, как персонаж вам этот Кровавый Барон более как положительный персонаж нравится или как негативный? Ну, или можете своими словами там описать. Я-то понятно потом все выводы сделаю о нем. Но вот пока сказывается вроде... Значит, здесь ночевала Цири. Вроде такое положительно с нотками подозрительности. Вот что-то он скрывает. Ну, теперь и в картишке можно его разуть. Здесь как таковых... Сейчас его, конечно же, начнем разводить. Здесь как таковых негативных и слэш-позитивных персонажей нету. Интересный момент, реалистично. Да, реалистично довольно-таки. Тут скорее все серые. Имеют свои, так сказать, положительные и отрицательные стороны. Угу. Давайте тогда закинем вот это барахло, пойдем. У нас уже время подходит к обозначенному. Почти 4 часика. Пойдем тогда этого барона победим в картишках. И можно будет, думаю, на сегодня заканчивать. Так, вот это скинем. Палица, не знаю. Не орудовал ни разу палицей. Меч у нас, он дефолтный. В принципе, без разницы. Вот этот топор мы оставим. Так сказать, урона побольше. Ладно, его уберем. Я случайно тыкнул. 2 записки в сундуке у тебя лежат, которые ты не читал. Ага, 2 записки. Я вижу одну. И одну книгу. Вот это. Не-не-не. Вот, да, вот это. Ну ты... Ну шо ж тут такой менеджмент инвентаря неприятный.
Мы его читать будем? Или это только в инвентаре делается? Лихо у колодца мы видели. А где же ты, брат? Мы тоже видели. Записки Генрика видели, и получается, да. В сундуке. В сундуке. Одно было лихо у колодца, и второе разыскивается Микель. Давайте просмотрим его тогда. А все остальное скинем. Вот это все. Вот не нравится мне менеджмент инвентаря в данной игре. Он какой-то немножечко кривоватый сделан. Скинем весь ненужный хлам, так в принципе его можно разобрать будет, но опять же надо посмотреть, какие компоненты они дают. Да. На сундук залезли, молодцы. Да, и 4 уровень. Можно навык наконец-то взять какой-нибудь. 3 очка как-никак. Никак-никак. Сейчас глянем, да, надо будет вкачаться обязательно. А то негоже ведьмаку такому слабаку ходить на таких опасных противниках. Разыскивается Микель. Брат Микель пропал. Кто его найдет и целого приведет, или же узнает, что с ним, тому денег дам. Или слово замолвлю. Найти можно у корчмы на распутье. Заданица получается. Хорошо. Па-па-па-пам-пам-пам. Так, получается, у нас открылся один слот. Из навыков магии. Сила глифов. Ирден. Ну, я вот считаю, что надо вкачать магию огня. Она довольно-таки неплохо справляется. И магию Квена. Да. Квен это топчик. Что качаем, чат? Плюсик за Квен, минусик за Ирден. Или знак вопроса за арт. Тан-тан-тан-тан-тан. В зелье варенье тут непонятно, что брать. За арт, реально? За просто легкое отталкивание? Увеличивает радиус действия. Из этих за арт, пожалуй. Ну вы что такое творите? Так нельзя же. Я же не использую его. Шанс нокаута снижается на 21%. Арт поражает всех противников в определенном радиусе. Увеличивает мощь арда. Арт наносит на 100 единиц больше урона. Чем выше уровень противника, тем больше урон. Но последний, кстати, выглядит довольно-таки неплохо. Ну все, значит, идем в магов. Тебе не нужен предыдущий навык, чтобы открыть следующий. А, тут есть ограничение по уровню в 6. Ага. То есть, докачавшись до определенного уровня, мы возьмем только культовые навыки. Да. У тебя замок из-за ограничения по уровню. Ага, я думал,
чуть по-другому получится. Ладно, хорошо. Давайте тогда вот этот навык уберем. Поставим иллюзию. Раз мы играем от мага. У Игни навык с 12 уровня хороший. Это Игни, да. Это Ирден я читал все это время. Да, я что-то туплю под конец уже. Сказывается. Высокая концентрация при серьезных боях. Увеличивает мощь Игни на 10%. Ну, то есть у нас был урон 100 по факту. Угу. Выпускает. Наносит. И может пробивать броню. Ослаблять, точнее, вражескую броню. Угу. А тут поток огня выпускаем. Ну давайте, я хочу быть огненным пиромантом. Точнее, огненным магом-пиромантом. Возьмем тогда Игни. Следующим навыком мы возьмем Ард. Соответственно. Какой-нибудь крутой билд сделаем на 2 полосочки. Типа, сначала огонь пускаешь. Поджог противника, потом в нокаут или перед Игни в нокаут посылаешь противника. Плюс 15% к мощи знаков. Вообще хорошо. У Арда есть навык, бьющий вокруг тебя и с навыком на дистанции от вокруг всех отлетают. От дистанции он вокруг всех отталкивает хорошо. Вот, есть Ард, поражает всех противников в определенной области. Ага. Обрати внимание на мутаген. Я тебе как-то рассказывал, да, что он дополнительно к навыкам своего цвета добавляет, так сказать, мощи. Угу. Помню. Ну, пока, я думаю, оставим как есть. Можно будет чуть-чуть улучшить Ирден или, наоборот, на Арт оставить побольше очков. Волчок. Вряд ли им играла Цири. И зачем он нам? Гретка. Кто? Гретка? Это, наверное, Цири. Это маленькая девочка, Похоже, которую она она уехала спасла. в спешке. А 2 очка навыков можно на улучшение 1. Да, я видел, что там максимум 3 очка навыков можно впихнуть. Неясная природа проклятий. Лидия ван Бредеворд. Вот там посмотрим, как получится. Такое? Там навыки не только открываются, но и улучшаются. Да. Там сначала 50% брони срезается, потом 75%, как я думаю. Но звучит неплохо у Ирдена. Неясная природа проклятий. Да, тут такие философские мысли по поводу всяких. И его жене. Угу. Кажется, у них в Изиме были высокопоставленные знакомые. Ну ладно, оставшиеся очки мы чуть попозже прокачаем. Может, в начале следующего стримчика по Ведьмаку. А сейчас пойдемте раскатаем тогда нашего прекрасного барона. Барон должен быть где? Правильно. Либо в своей комнате наверху.
либо здесь. А вот и он. Ну, с чем пришел? Давай сыграем в гвинт. А Конечно ты играешь же. в гвинт? Играю. И больше выигрываю. Ха. Да, конечно. Если есть колода, садись. Допустим, если ты у меня выиграешь, дам тебе в награду какую-нибудь уникальную карту. Я передумал. Тогда сыграем. Ну, тут мы, в принципе, давайте тогда посмотрим их, что из себя представляют лидеры. А, вон, сверху пишется. Особенность каждой фракции. Королевства Севера берут карту из своей колоды после каждого выигранного раунда. Ага. Таэли. Это эльфы, как я понимаю. В начале битвы решают, кто ходит первым. Чудовище. Чудовище после каждого раунда сохраняют на столе одну случайно выбранную карту. Хорошо. Нифльгард побеждает при ничьей, да, и вот все по новой. Ну ладно, давайте с имеющейся колодой пойдем побеждать. А на другие у нас нету карт. Опять все на рукопашную. На дальний бой. Давайте, значит, а у нас что за карты? У нас 2 дальних боя, 1 ближний и 3 трибушета. Но синергирующих карт у нас нету, кроме вот этого и осадных орудий. И предлагаю вот эту карту поменять, потому что у нас дальний бой присутствует. Вот еще одно осадное орудие. Выберите одну карту из вашего отбоя, не героя и не специальную, и сыграйте ее немедленно. Вообще отлично. Получается, на 2 раунда у нас будет 2 морозные карты. Угу. И надо вот эту еще девчонку сыграть. И нам опять дали вот этого мужика. Это неплохо, это неплохо. Эту осадную не ставь в этом раунде. Она из отбоя карты достает. Ага. Ну, то есть уже сыгранные. Понял. То есть мы, например, сыграем вот эту вот катапульту. Трибушет. Она в следующем раунде такая фигак. И именно эту, ну, или другую карту из вот этих сыгранных достает. Давайте пока на лучниках попробуем. На лучников. Ну, как минимум, ставим вот одну такую карту, потому что... Почему бы и нет? А что это он? Себе карт? А, себе карт взял, да. Угу. Ну, либо играть через дальний бой, но у нас, соответственно, тогда по картам мы не вывезем. Либо играть через вот эти, с трибушетами различными. И еще он карты себе набирает. А мужик, я смотрю, хитрец. Вообще молодец. Но у нас тут заморозочка стоит. А, и мы себе уменьшили урон, получается, да? Понятно. Вот это он, конечно, сволочина. Что? Он все выкинул в отбой? В смысле?
Что у него специальных карт слишком много, вы не думаете? Ну и все, практически карты не осталось. Да, мы вот практически сравнялись с ним, а у него еще 7 карт. На 3 больше, чем у меня. Угу. Ну тут либо играть осадным, но осадным опять урон мы понизим. Надо было сбрасывать, да. Это проигрышная партия, проигрышная. Надо было сбрасывать и в следующем ходу отыгрываться. С этими 2 картами как минимум. А сейчас мы ничего не сделаем. Это была карта казнь. Убивает самые сильные карты. Что свои, что врага. Не робит против героев. Но опять же действует против определенной категории. Да, это казнь. Убивает самые сильные карты. Но он же у себя никого не убил. И, соответственно, это действует только на определенную категорию, которую он использует, да? Угу. В принципе, даже если мы используем мглу, она поферит урон лучников, мы не вывезем. У него больше карт. Что фигня. Нет, действует на всех. Просто твои карты были понял. Самые сильные карты на столе, как я понял, да? Ага. То есть действует на самую сильную карту на столе. Понял. Ладно, тогда пасуем. Смысла я не вижу, мы тут проиграем, скорее всего. Первый ход, как минимум. Ну, пусть закидывается, ладно. Ну, единственное, что мы можем сделать, чуть-чуть потрепыхаться, а так это все, да. И он пасует. Не на самые сильные карты. Если карт с одинаковой мощью сильнейшей на столе несколько, она уничтожит все. Неограниченно. Угу. Понятненько. Интересная карта. Ну, давайте тогда возьмем из отбойника одну из карт. И выиграем эту партию. Пам-пам-пам. Мы получим сколько? Вы выложите на стол противника сила карты, добавится к его очкам. И возьмите 2 карты. А этот... И возьмите 2 карты. Вот шпион вот этот вот. Вообще топчик. Разведчика бери, да. Таллера возьмем. Он с единицей силы прибавит ему всего 1 силу и даст нам 2 карты. Да. Да. Брать, у которого мощь меньше, все верно. А вы тактически мыслите, сударь, на даме? Да. Ну, правда, дало нам это ровным счетом нифига. Да. Конечно, шансы у нас такие се. Вот если бы была бы какая-нибудь катапульта условная, то был бы шанс еще. Усилить ее еще немножко. Ну, давай лучницу. Лучницу ставим, да. Осадная башня. Дальнобойных отрядов. Не, это нам не надо. Чисто по единичке прибавляем себе. Вот это, конечно, битва.
Да, это конец. Даже если мы вот так поставим, то все это. Это ГГ. Надо больше карт, ребята. А то с имеющимся... Он еще одну специальную карту за это поставил, ту же самую. Надо больше карт прикольных. Без них сложновато. Поражение. Да. Но если бы мы первый раунд выиграли, то и второй бы, соответственно, был бы... Ты был совсем говенный игрок, но тебе надо над техникой поработать. Спасибо, спасибо. Загляни как-нибудь, сыграем еще партейку. А мы ж, получается, ни на что не играем. Просто ни на деньги, ни на какие товары. А вот барона я побеждал, в отличие от чудика в замке. Ну, рандом. Сила рандома. Мне на чудике попалась там такая хорошая комбинация карт, что я не пишу словами. Ну, вы играете на квест? Чем пришел? Интересно. Давайте еще раз сыграем. Есть настроение перекинуться? Тогда сыграем? Ну все, последний гвинт и идем банькать. Противник ходит первым. Рок. 2 ближних боя. Отлично. Специальная карта на уменьшение дальнего боя. Да. Ближний бой. Еще немного дальнего. Осадные орудия. Можно попытаться поменять дальний бой на что-нибудь прикольнее. Давайте. Разведчик. Повезло. Ага, довольный. Про существование казни не забывай. Все, буду на минималочке держать свои карты. Хорошо. Ну, в принципе, менять я больше не вижу смысла что-то. У нас сеты собрались такие прикольные. Ладно, погнали. Она теперь у каждого квеста... Квеста там у меня чуть-чуть мешает. Квеста чё? У меня сердечко концовку предложений, блин, забивает. Чудика будет. А, квестового. Угу. Углу мог поменять у тебя. Король и так ее призывает. Но мы можем ее использовать 2 раза. 1 раз, например, на этом ходу, и 2 раз, например, на 2-м. Или 3-м. Не дай бог упаси. Давайте отыгрывать от трибушета. Да, по силе мы тут сравнялись. Соответственно, ставить этого пока не вижу смысла, пока он казнь не использовал. Угу. Давайте используем вот данного мужичка. Ждем, пока он ее юзанет, если она у него есть, соответственно. Юзаем мглу, потому что она у нас есть. Ну, немножко туповато, возможно, сыграл. Нам же надо подождать, пока он сыграет, и казнь. А если бы он юзнул еще 2-го такого, то у него было бы усиление по 10. И потом бы, если бы сыграл, было бы у него. Угу. Ладно, хорошо. Давайте ему поставим, наверное, на разведчика, не знаю. Поставим ему разведчика. Он тогда будет по перевесу, точнее, немножечко посильнее.
Фиг его знает вообще. Давай 2 карты. Шпионов кинь, а в следующем раунде с помощью той карты достанешь его из отбойника другого. Да. И он, кстати, мне тоже его вдарил. Так что мы, считай, по силе-то и сравнились, блин. Да. Ясное небо выпало. Неплохо. Пам-пам-пам. У него 9 карт, у меня 8. Ну, в принципе, можно еще сыграть. Если я поставлю трибушет и вкину еще этого, то будет капздец. Карты сгорят. Но поставим этого. Да ты заколебал, вот честное слово. Как думаете, спасовать? Пасовать или не пасовать? Пасовать или не пасовать? Он еще разыграет карт по-любому на усиление. Фиг его знает. На следующий ход у нас есть по 8 тут будет. А усиление данное еще. Угу. Ладно, давайте сыграем катапульту и все, и пасуем. Если юзнет казнь, то следующий ход за нами. Противник спасовал, все. Да, можно было и без катапульты, конечно, но я что-то перебдел. Нам лучницу дали, да? Ну давайте с нее и начнем тогда. Осадная башня, соответственно, у него там. А мы не будем дураками тоже. Немножечко схитрим. И возьмем вот этого мужичка, да? Возьмем вот этого мужичка. Ага. И еще 2 карты вкинем. А это у нас на что? На мороз будет. Мороз — это ближний бой. Вообще не кайф будет. У нас все на ближний бой осталось. Ну, конечно, можно вкинуть типа на мороз. А у нас есть же карта рассеивания. Подавить наших чувачков силой, чтобы, если он попытался юзануть свою казнь. Угу. Давайте тогда так и сделаем. И в конце, наверное, уберем мороз. Уберем мороз. Поставим рок. И все будет вообще опупительно. Да, неплохо звучит вообще. Все, я же верно я просчитал? Эта штука убирает все погодные карты, да. То есть мы юзаем вот так. Угу. Ну-ну, ставь своих бедолаг. У него осталось еще 5 карт. Тянем до последнего. Ха! Разыграл ту же самую карту. Не-не-не, тихо-тихо. Разыгрываем, значит, вот эту карту. Давай, покажись. Покажи то, что ты скрываешь. Вот не хочет.
Мы разыграем ясное небо. Да. Скотиняка. Но у нас есть рог, так что без проблем. Без проблем тут вывозим. Соответственно, ставим здесь, получаем плюс 5 и плюс 6 еще. 12. У него осталось 2 карты. Мы, конечно, можем подавить его погодной картой. Вот этой. Даже если он вкинет. Да, да. Он вкинул, и все. И ему конец. А мы вкидываем в осадное орудие. Все. Идеально. Было бы, если бы... Казнь. Откуда у него вторая казнь? Мог потянуть время, использовав мглу от лидера? Мог бы, да. Да. А у нас карт не осталось. Откуда? Я думал, у него одна казнь. Вот я честно даже не предполагал, что есть вторая. Етить, колотить. Ну, не то, чтоб ты был совсем... Спасибо. Ой, ладно, но план был хорош. План был хорош, я честно. Честно продумывал тактику. Ну ладно. Там есть карты, у которых казнь это навык. Но он вкинул 2 специальные карты, понимаешь, казнью. 2 специальные. Там был не отряд, там была специальная карта. Так что казнь можно около 4 штук в колоде иметь. Так это капец какой-то. Да. Ладно, понял. Ну, в следующий раз мы его раскатаем, я уверен. У нас тактика будет еще лучше. Просчитаем его на несколько ходов вперед. Ох. Да, друзья, сегодня, пожалуй, закончим на этом. На грустной нотке, ну не знаю, я пытался в конце сделать гениальный мув. Гениальный мув, но он, к сожалению, не получился и обломался об казнь. Да. Ну это обидно, но что поделать, все опыт. Теперь будем знать, что до 4 карт казни можно держать в колоде. И как минимум 2 есть у этого бородатого деда. А на сегодня все, дорогие друзья. Спасибо, что зашли. Вы были на канале Gathering with Crow. Сегодня мы проходили Ведьмака 3 Дикая Охота. Оставляйте свои комментарии. Пишите, ставьте лайки, да. Подписывайтесь. У нас еще ожидает очень много всего интересного впереди. Казней всего 3 в колоде, и есть карта птицы с навыком казнь. Давай до следующего стрима. Давай, Надами, хорошего вечера. Инквизитор, тебе тоже. Да, всем спасибо, всем спасибо. Всем, кто смотрел, еще увидимся, как я говорил, по расписанию. Там в описании потом впишем. Следующий стрим у нас в пятницу, да. В 6 вечера, получается. Хорошего вечера, Зет. Да. Пока-пока всем. На даме хорошей ночи, да. Там часовой пояс прям огроменный. Отрыв точнее. А на сегодня все. Всем пока.